Ладно, включусь. Но я вообще еще не буду начинать, сейчас видос заливаю. Сейчас видос зальется. Потому что меня... я с утра встал, думаю, сейчас мы как хорошо мы это самое постримим и так далее. Встал, почитал комментарии некоторые. И решил, короче, сделать видос, как крик души. Поэтому я сейчас запущу видос, и потом мы с вами начнем. Всем, кто пытается пописать в чате, может даже не совсем культурно, я бы сразу хотел предупредить. Сегодня у меня настроение такое. Если когда-либо была возможность в бан очень быстро отправиться, то сегодня тот день. Можете попробовать. Модераторы у нас тут есть? Кто-нибудь? Кто модераторы есть? А ну скажите. Arrow Data. Спасибо. Я донаты отключил. Те, которые там выскакивают. Мы сейчас быстро про Кирка постримим, послушаем. Ну, быстро, это 1,5 часа само видео. Добавляйте еще перевод, потому что я буду переводить не синхронно, а последовательно. Поэтому, ну, я буду переводить, я буду стараться переводить как можно точнее. Но, скорее всего, наверное, будет немножко сужено. Хотя там же некоторые, наверное, вам будет надо будет объяснять расширение. Вы же, наверное, не поймете некоторые вещи. Все, видос залился, сейчас я его это... Олег, спасибо. Вова, спасибо. Ну, да, если хотите кто-то отблагодарить донатом, то сюда можете вот эти цветные кинуть. Те я отключил, и я их не буду пока читать. Если у нас время останется постримить после перевода, мы этот стрим выключим, оставим его как стрим с переводом, потому что я знаю, некоторые тоже хотят его посмотреть вне стрима. Ну, сейчас нет возможности. Поэтому я его попытаюсь оставить. Сильно я чат не буду читать, чтобы там дебошить, дичь не разводить. Но поэтому модераторы я вам даю все карты в руки. Можете там на 5-минутки там и так далее. Без проблем. Все. То видео я запостил, и мы с вами начинаем стримить. Этот видос может быть застрайкан, как я не знаю, но будем надеяться. There was always music in my house, and it was either jazz music,
It was either AM radio that my mom used to leave on 24 hours a day because she thought it kept away the burglars. В моем доме всегда была музыка. Это был или джаз, или это были вот эти вот АМ. Ну, знаете, радио АМ, ФМ. Было на АМ. АМ это коротковолновые или какие наоборот. Но там обычно галимая музыка. На ФМ обычно хорошая музыка, здесь, по крайней мере. И он говорит, мама оставляла у меня всегда АМ 24 часа в сутки включенным, потому что она думала, что это звук радио отпугивает грабителей. Because I lived in a bad neighborhood. So it was either like, you know, Потому что мы жили в плохом районе. jazz, bossa nova, Broadway musicals, classical music, and then I had my older brother's record collection, which was nothing like the music that I was hearing in the house. Поэтому там были всякая музыка Бродвея, джаз там и так далее. Но у моего старшего брата, у него была коллекция винила, которая была абсолютно другая, чем та музыка, которая звучала у меня дома до этого. Hated toward his record collection because of the album covers. You know, I was only about 4 or 5 years old, and so, you know, the visual aspect of the album covers really attracted me to them, and I vividly remember those album covers because they're album covers that everyone knows today. Like, you know, Are You Experienced? И мне тогда было всего 4 или 5 лет, и я вообще, мне очень нравилось, я офигевал, когда я рылся через его пластинки, просматривал, и обложки на этих альбомах, на этих винилах, это то, что меня притягивало, потому что они были, ну, абсолютно не то, там, как музыка, которую я слушал, и вот, например, как Are You Experienced Джимми Хендрикса. First Jethro Tull album, Первый first, Jethro Tull, Grateful Dead album, Quicksilver Messenger Service, even Black Sabbath Paranoid, and so that music was in my house, but I didn't hear it though because it was my brother's stuff, and he would just go on his own and listen to it, and I would. И эта музыка была в моем доме, но я ее не слушал, потому что это было. Ну, это были пластинки моего брата, и он сам по себе там всегда был, он по себе их слушал, и поэтому я их не слушал. Snippets of it here and there, but I was mostly interested in the album covers. И я слушал некоторые там кусочки этой музыки, но в основном меня интересовали это обложки альбома. Because like one day I wandered into the living room where all the album covers were, and I saw this case on the floor. I looked at it, I was like, "What's this?" And of course, you know, being curious, I walked over to it, opened up the latches, and opened it up, and it's a red Gibson SG guitar. И потом я зашел как-то в комнату, там, ну, посмотреть еще раз на обложки, и захожу, смотрю, тут лежит кейс на полу. Я такой, о, что это такое, надо посмотреть. Открыл я защелки, открываю, и там, конечно же, вот этот красный SG, Gibson SG. Like, wow, cool. And I remember taking it out and putting it on and plugging it into an amp and just hitting a note, bong, and it being a lot louder than I expected and being freaked out. Тогда я ее достал, ну, всунул в нее кабель, всунул в микрофон, включил, и одну ноту я только на нем, бум, нажал, и я помню, как она меня прям так испугала, потому что была намного громче, чем я ожидал. Thinking like, oh, I'm gonna get in trouble, someone's gonna hear me. And сейчас у меня проблемы могут начаться, потому что меня кто-то услышит. It off, putting it back into the case, closing it, and putting it in the spot I found it in. And that was like the very... Тогда я ее спрятал обратно в кейс, засунул кейс, положил на то место, где он и был, чтобы меня никто не догадался. My very first sort of experience with electric guitar. И это был мой самый первый опыт с электрогитарой. And literally I had to have been like 4 or 5 years old. И это мне тогда, ну, точно где-то 4 или 5 лет было. So, fast forward 10 years, I'm walking down the hallway, high school, you know, I have my little tape recorder, and I'm probably listening to like Jeff Beck Wired or you know, Wheels of Fire, Cream, or like, I don't know, Electric Ladyland or something crazy like. И потом, через 10 лет уже после этого, я там по своей в школе, в старших классах уже иду со своим, ну, у меня тогда был кассетный магнитофон, и я слушаю там или Cream, ну, то, что он назвал. Cream — это Eric Clapton или Electric Lady. Там,
And I saw this commotion off to the side, these older kids, and I remember looking, and one of them pulled out a case of Strat. And when I saw the Strat, I was like, wow, it looks like a hot rod. And then И потом уже я что-то иду и вижу, там какая-то тасовня начинается. Я такой подхожу, там постарше чуваки были, и кто-то из них достает из кейса страт. И я потом смотрю, красный страт. Я думаю, ля, какой страт, это какой-то хат-рад типа. got me thinking. I remember that day running back to the house and just thinking, wow, that guitar looks really cool. And then Это ж старое видео. Евгений М. Ты, если ты тролль, смотрите за Евгением М. Дата выпуска видишь, Вась? Или тебе прочитать? Может, ты не зрячий. Декабрь 22 2020. Сейчас декабрь 24 у меня. And when I saw the Strat, I was like, wow, it looks like a hot rod. And then it got me thinking. I remember that day running back to the house and just thinking, wow, that guitar looks really cool. And then getting the album covers of the stuff I was listening to and looking at all the guitars that were on the covers of the albums, and particularly Kiss Alive, that picture. И потом я посмотрел, что крутая гитара, типа Hot Rod, я пошел домой, потом позже, и сразу же я пошел в комнату, где были все вот эти пластинки, чтобы посмотреть на обложки. Я смотрел на обложки всех альбомов и смотрел на гитары, искал гитары, которые на обложках, и вот особенно мне тогда запомнилось это альбом Kiss Alive. He's really holding his guitar, but I thought, is he holding his guitar inside out? And he was. If you look at that, he's actually holding his guitar inside out. And so the idea got into my stuff I was listening to and looking at all the guitars that were on the covers of the albums, and particularly Kiss Alive, that picture of Ace Frehley holding his guitar. But I thought, is he holding his guitar inside out? And he was. If you look at that, he's actually holding his guitar inside out. And so. И в особенности мне понравилось, что Ace Frehley держит свою гитару шиворот на выворот. Он, наверное, хотел сказать upside down, но он сказал inside out, ну то есть шиворот на выворот, а не сверху вниз. Но говорит, и да, на обложке он держит ее шиворот на выворот. The idea got into my head of trying to play guitar, and I remember trading. И тогда идея у меня в голове зародилась, что мне хочется играть на гитаре. A Kiss album. I had a Kiss album, and all the money I had in my life, which is $10, and trading it for this really cheap catalog guitar. Growing up. И тогда я поменял один из моих альбомов Kiss, и все деньги, что у меня были, тогда, ну там у меня сколько там, $10 было сэкономлено, я поменял на дешевую гитару с каталога. Каталог гитары это, ну, самый мусор на то время. То есть как гитара с комиссионки, но только гитара Сашана. Если вы вот знаете, что такое гитара Сашана, это вот в Америке тогда были каталог гитар, то есть их выпускали там, ну, в каталогах, ноунеймы всякие. The family didn't have any money. I didn't have enough money to even buy a guitar case. I used to have to put a case into a garbage bag if I wanted to go anywhere. And so the very first... У меня тогда у семьи не было много денег, у меня вообще не было тогда денег, я даже не мог купить кофр для гитары, мне тогда ее надо было вот это в сумке гитару, которую всовывать в мусорный мешок, чтобы куда-то ее там повезти. Мусорный мешок, это в каком году? Это, я знаю одну великую страну, где мусор выносили в ведрах, а потом так стучали ими по мусорным бакам, потому что не было мусора. I got a wah pedal. It was because a relative of mine passed away, and I got a small inheritance of like maybe $150 or something, you know. And I took that money, I bought a wah pedal. И потом я купил педаль wah, потому что кто-то из моих родственников тогда или помер, один кто-то из дальних родственников, и я получил там наследство где-то аж целых $150, и на эти $150 я купил педаль wah. And it was amazing because all of a sudden I felt like I was
able to make sounds that Jimi Hendrix was making, but also sounds that Brian Robertson, the guy from Thin Lizzy, was making. Pat Travers was making. И это позволило мне ну, издавать звуки на моей гитаре, такие как Джимми Хендрикс создавал, или Пэт Трэверсон из Thin Lizzy издавал. Sounds that I was hearing on all these different albums, and I played that wah pedal literally for like months on end. It was. И все вот эти звуки, которые я слушал на разных, на моих любимых альбомах, и я этой педалью пользовался там, месяцами подряд. Like always plugged in. I was always changing the battery, and it was just something I just loved. It was a great option when I got, when I wanted to take my playing somewhere else, and I wanted a real distinct change of sound and direction and attack. Stepping on that wall, just fine. И я на ней часто менял батарейки, нравилась мне педаль. И эта педаль мне как раз послужила, вот, помогла мне, когда я решил свою музыку куда-то в другое место, ну, взять свою музыку и на более другой уровень вынести. И тогда вот эта педаль мне позволяла издавать более насыщенный, более интересный звук. A spot on that wall all of a sudden shifted my thinking and my playing instantly. And that's what I like about wah pedal. И она поменяла мое понимание о том, как играть, и немножко в другую сторону его подвинула, вот именно педаль wah. И это то, что мне нравится. It shifts my thinking almost instantly. И педаль wah, она заставляет меня поменять свое мнение о том, что я играю, и начать думать об этом или другом куске по-другому. It brings more stuff out. People say that using a wah pedal can be a crutch, and yeah, it can be, and I'm certainly guilty of that. I'll admit it, but only because I just love it so much. But и некоторые говорят, что педаль wah, она может быть плохой привычкой, и я согласен, да, я виноват в этом, да, но это потому, что она может быть настолько клевой, типа. The main reason I use it is because it inspires me, and then it's like instant inspiration. And it doesn't matter if my amp's up to 10 or my amp's up to 3, have a clean sound, dirty sound or whatever. The fact that I could step on that thing and that all of a sudden I'm in a different tonal spectrum, it's great. It forces my brain to fill in that change. И почему мне нравится эта педаль? Потому что она меня вдохновляет по-другому сразу же, вне зависимости от того, настроен ли мой усилитель на 10 или он настроен на 3, ну, громкость, если кто-нибудь. Я всегда могу, если я на чистом играю или я играю на дисторшене, я всегда на нее нажимаю, я могу разные вообще тональные, ну, звуковые зайти гаммы, ну, понятно, вы же понимаете, да, педаль wah, тут сюда, и это меняет мое понимание. Guitar was a Strat, and when I plugged the Strat into the amp I had, I didn't get the fullness. I didn't get all the frequencies that I wanted to hear, and so I remember, because this was after the first Van Halen album, I remember. И у меня тогда был страт, но страт, когда я подключал, я не мог от него вот этот плотный такой звук достать, те все фреквенции, которые мне хотелось достать. И я вот тогда помню, я помню почему, потому что это было после выхода первого альбома Ван Халена. Getting a humbucker pickup, I think is a DiMarzio Super 2 pickup, and putting. И тогда я достал себе хамбакерный звукосниматель, тогда это был DiMarzio Super лампа, звукосниматель. Bridge position. Я его в бридж поставил. Not being quite satisfied with the sound. I remember. Да, звук мне не сильно понравился, как хотелось бы. I had a plan. I was going to work for 6 months, get enough money to trade in my Strat and an amount of money for a Gibson Flying V, because I really liked Michael Schenker. И тогда у меня выработался такой план работать 6 месяцев, заработать достаточно денег, обменять свой стратокастер, доплатить и купить Gibson Flying V, потому что мне тогда очень сильно нравился Майкл Шенкер.
и его And I звук. realized that Gibson was probably what I was hearing on all those albums. I И decided, я тогда понял, что Гибсон это все, что я слышу на тех альбомах, и тот звук. you know, I need to get a Gibson to get that sound. And so И мне нужно было тогда достать Гибсон, чтобы повторить такой же звук. I remember showing up, music store, picking out a 1979 Gibson Flying V that was brand new, and И тогда я пришел в музыкальный магазин и взял себе Gibson Flying V 1979 года, абсолютно новый. the trade in. And from that point on, I was in heaven. You know, all of a sudden my sound was fuller sounding, and it made me realize that the sound that I was looking for was based around humbucking pickups and that sound. And even И тогда это был звук прям совсем плотный, то, что мне надо было, мощный звук. Я понял, что это вот тот звук, который я искал. И я понял, что мой звук тогда был, тот, что мне нравился, это на гитары с хамбакерами. I was just totally into Jimi Hendrix and that kind of sound, you know, and later on Stevie Ray Vaughan. Humbucking pickups were just my thing. It fit my style of playing. From there on, I had gotten this Gibson Flying V, and it was so great because it was the first time that I had a guitar that I was able to like really just master, you know. И хотя мне нравились тогда и звук Джимми Хендрикса, и Стиви Рэй Вона, но хамбакер, Гибсон с хамбакером, это то, что вот мне абсолютно тогда нравилось. И тот звук, который я хотел дорабатывать, который я хотел полностью, чтобы вот, был моим собственным звуком. You know, because strats you can do so much with a strat, but I had so little experience with the guitar. I didn't fully, you know the strat potential, but with a Gibson. И со стратом можешь сделать очень-очень много. У него очень много потенциала, но у меня тогда не было такого большого опыта, и поэтому я не мог реализовать весь потенциал страта. Но с Гибсоном It was all obvious to me. You know, all the sounds were there that I wanted. The playability, the access, and you know the look. And, you know, с Гибсоном Flying V для меня это было все это звук, который мне нужен был, играбельность была на высоте, ну и понятно, доступ к ладам был отличнейший, и, конечно же, то как она выглядела, это ж прям то. You know, playing a Flying V guitar, it's like a big toy, you know. And so I was. И играть на Flying V это как большая такая игрушка у тебя. Happy. And then when I finally got a Marshall amp and plugged that Gibson into the Marshall amp, it was like it was complete. The sound that I was looking for was complete. And I remember. И тогда я нашел еще себе усилок Marshall, подключил этот Flying V в Marshall, и это был мой поиск звука был закончен. Это был тот полный звук, который я вот себе представлял, который я искал. The band that I was in at the time, you know, the other guys in the band were seeing this transformation in sound, and then all of a sudden, the band I was in, we sounded different. You know, we sounded more full, and it sounded closer to the sound that I was trying to get, which was a more aggressive hard rock sound that I wasn't hearing in a lot of American bands at all. И тогда группа, в которой я был на то время, мы начали звучать лучше, мы начали звучать полнее, я начал слышать, что у меня звук появился тот, который мне нужен был, такой плотный рок-н-ролльный рок-звук, который я не сильно слышал в то время в уже существующих группах. Но я слышал это в европейских группах зато. И я хотел этот звук. You know, grab it and apply it to the music that I was playing with these other guys in the band. Я хотел этот звук взять и тот европейский звук, который мне нравился, привнести его в свою группу и сделать его и в своей группе этот звук воссоздать и так далее. Кстати, это вот фотография. Посмотрите, те, кто там верят. Kirk Hammett увидел Джеймса, там попал в хорошее место, там, в правильное место в правильном времени и так далее. Эта группа такая малоизвестная, называется Exodus. Многие считают, что она 4 трэш-метал вообще в мире. Ее создал Kirk Hammett, собрал всех и считался лучшим гитаристом на этом побережье в то время, когда он играл в Exodus. Почему его в Metallica и позвали? It was called Exodus.
I realized that at some point, after listening to a lot of rock radio, that I liked loud, fast drums, distorted guitar, power chords, riffs, and I just realized just recently that when it came to that decision, I was maybe 15 or 16 years old. I went to school and people were talking about these three guys I'd never heard of before. И тогда на то время я был в этой маленькой, никому известной группе, собрал я свою группу, которая называлась Exodus, и вот в той группе я понял, что надо звук в ней делать такой, который мне нравился, а это быстрые рифы, быстрое соло, тяжелый звук, хамбакеры там и так далее. И вот как раз на то время я тогда еще был в школе, мне было лет 15 или 16, и я услышал об этих трех никому неизвестных чуваках на то время. Boy, Jethro Tull and Led Zeppelin. I was like, who are those guys? Pink Floyd, Jethro Tull и Led Zeppelin. И я такой, кто они вообще, кто это такие? Oh, that's how naive I was. Это каким наивным я был на то время. Slowly getting into it, and then starting to listen to rock radio, and in the late 70s, rock radio really progressed and started getting just harder and harder until like around 1978, 1979. И вот тогда я начал уже вслушиваться в такие группы и начал слушать рок-радио здесь. И рок-радио, оно все становилось тяжелее и тяжелее. Вот как раз к 78-му, к 79-му году они начали уже играть такие группы, как all sorts of hard rock, Aerosmith, Cheap Trick, Cheap Trick, Foreigner, Patrick, all that stuff was on the radio, and it was great, and I really. И все это было уже тогда на радио, и это было прикольно. Relate to what I was hearing, but it wasn't quite enough. It wasn't quite enough. It wasn't like fulfilled. Оно было все хорошо, все отлично, но вот чуть-чуть чего-то не хватало. Не хватало, вот что мне казалось. This feeling in my chest and in my gut. And then I heard UFO. It had to be like 1978 or 79, 1979. И вот чего-то не хватало мне вот для полного ощущения, для полного восприятия вот моим сердцем и грудью. И тогда я услышал где-то, наверное, в 79-м, я услышал группу НЛО или UFO. All of a sudden I heard something that was what I was looking for, which was something heavier and a little bit more extreme. And a little bit more aggressive than anything that was coming out of America. И тогда вот я услышал то, что мне хотелось услышать. Что-то было, что вот немного так тяжелее, немного экстремальней и намного тяжелее, экстремальнее, чем все то, что выходило в Америке на то время. When I discovered UFO, I also discovered a whole slew of other bands too that are coming out of Europe. Scorpions, Motorhead. And this thing called the new wave of British heavy metal, and I started. И тогда, когда я вот обнаружил для себя группу UFO, я тогда понял, я тогда нашел и другие отличные банды, которые с Европы выезжали на то время. Scorpions, Motorhead, и вот это вот такое движение, как новая волна британского хэви-металла. All this stuff, Motorhead's first 2 or 3 albums, and then a whole barrage of other stuff came, like the first Maiden album. И тогда Motorhead 3 альбома вышли, и после них как погнали альбомы один за одним, целая волна альбомов. Вот Iron Maiden, Diamond Head, Angel Witch, Tigers of Pantang, all this stuff, and it was what I wanted to hear. I also realized. И это была та музыка, которую мне хотелось слушать, и тогда я понял. As I, would talk to my friends and I talk to people who were music fans at my school. No one was listening to this stuff. And тогда вот что я понял, я говорю, разговаривал со своими друзьями, там, одноклассниками и так далее, и никто этого не слушал, я был один. Played a lot of it for a lot of my friends. They didn't want to hear it. They did not want to hear it, or they're just like visibly irritated by it. So I started. И тогда я попытался, когда я пытался кому-то поставить, послушать эту музыку, я замечал, что они все были раздражены. Они, прям серьезно вот так вот, не то, что не хотели ее слушать, она раздражала их. И тогда я вот понял. Hang out with the people who liked what I played for them. They're like, yeah, this is good. Что надо мне все-таки тусоваться с людьми, которым нравилась эта музыка, которым нравилось то, что я им ставил послушать. Our gang of people
Exodus, and because И это вот была тогда наша группа вот чуваков общих интересов Exodus, группа Exodus. like this special type of music, we became a clique of friends, and I И мы remember просто были вот такая группа друзей, которым нравилась эта музыка. when it came time for Exodus, when we felt like we were ready to start playing clubs, we started going to a lot of the nightclubs in San Francisco and seeing these hard rock bands that are obviously influenced by Van Halen, Aerosmith, Led Zeppelin, all the contemporary bands, and they were okay, but we also started seeing like one or two bands that were influenced by the same stuff we were. И тогда, когда Exodus дорос уже до того уровня, что нам можно было ездить в клубы с ним, играть, мы приезжали туда, играли с другими группами и замечали, что многие группы были вдохновлены группами, такими артистами, как Ван Хален, Aerosmith, Led Zeppelin и так далее. Но все-таки мы начали в то же время замечать, что одна или две группы начинали появляться, которые были вдохновлены той же музыкой, которая нравилась на то время нам. All the guys in Exodus, we would gravitate toward those bands. There was only like two. И все мы, вот, чуваки, которые были тогда в Exodus, мы больше вот к тем были расположены, к тем ребятам, к тем вот одной или две группам, которые слушали эту музыку. Three of them in the beginning, but it grew to be like 15, 16 bands, whatever. Basically, that's... Сначала это было там одна-две группы, но потом это выросло, что там 15-20 групп было. The heavy metal scene in San Francisco started off. We were just a band of people who listened to the same sort of music. И тогда вот музыка, вот эта heavy metal в Сан-Франциско, в районе залива Сан-Франциско, она началась с того, что это просто была группа людей, которым нравилась тяжелая музыка. Started to discover each other, and we discovered that there was this one guy named Ron Quintana who had a radio show on KUSF, college station in San Francisco, and his radio show was called Rampage Radio, and they played nothing but heavy metal, hard rock, and a new wave of British heavy metal. И тогда мы познакомились с этим чуваком, его имя было Рон Квинтана, и у него было свое радио, и на этом радио он играл, он ничего кроме тяжелой музыки, металла не играл. That became our rallying point. Soon after that, a local... И мы начали собираться вот как раз вокруг вот этого радио. Called the Old Waldorf decided to have Metal Mondays. So not only did we have a group of... И тогда этот клуб, в Сан-Франциско там был клуб, который назывался Old Waldorf. Они начали метальный понедельник. Who were like, who liked the same stuff. And not only did we have certain bands coming up, but we also had a radio station playing the stuff. And so... И тогда вот все группы одного и того же интереса, все собирались тогда в эти понедельники, мы начали играть музыку, не только потому... И там было не то, что мы просто играли музыку, еще эту музыку и радио тогда начало ретранслировать. That was the core of the scene, and everyone would talk. Это было ядро вот этой всей сцены металлической на то время. Everyone else and say, hey, have you heard this band? Or have you heard this band? Or check out this demo of this band that's not even signed yet. We're hearing this. И тогда мы начали друг другу спрашивать, там, а ты об этой группе слышал, а ты эту группу слышал, вот послушай, вот тут кассета, демо вот этой группы, которую вообще еще никто не слышал. This music from Europe. And hardly anyone knew about it, and we were digesting it and spitting out our version of it, which. И тогда эта музыка с Европы тяжелая, которую мало кто слышал на то время, но мы ее в себя вбирали, через себя прогоняли и потом пытались ее как-то уже по-своему сделать. The San Francisco thrash metal scene, bands like Exodus and Metallica and all the other bands that came out. И так вот как получилось это движение трэша в районе залива Сан-Франциско, группы как Exodus, ну понятно, Metallica. The Bay Area. But we were all pretty much doing the same thing. We're taking these
obscure bands from England listening to it and being so inspired by it and turning out our own version of it, and our own version being just really, really super popular. That based... И все, что мы делали, это слушали вот эти никому еще тогда неизвестные группы европейские металла и пытались сделать что-то наподобие свое. И вот это то, что мы делали свое наподобие этих групп, оно почему-то получалось очень популярным на то время. Was how the scene started. It was Rampage Radio. It was Heavy Metal Mondays at the old Waldorf. It was going to the import section of all these record stores, and it was us recognizing other people who listened to the same stuff. And the only way you could tell back then is if they had black leather jackets, because black leather jackets were not style back then. И все, что... И тогда это вот и было на то время, что мы слушали Rampage радио, мы ездили выступать на вот эти вот метальные понедельники в Волдорф клубе, собирались в магазинах пластинок возле импортной, как она называется, секция, где только импортная музыка. И мы тогда еще носили кожаные куртки. Тогда вот можно было как раз определить, кто у нас в этой движухе, это по черной кожаной куртке, потому что черные кожаные куртки на то время были абсолютно не тот стиль, который все носили, кроме нас. И кожаные штаны, кожаные куртки, это вот то как раз, когда ты знал, что кто-то в этой нашей движухе. But by the end of that scene, and maybe, I don't know, whenever it stopped, maybe 90, 91, 92, it was practically the entire Bay Area. And that's how I believe, you know. И это так вот, это было начало, с самого начала движения вот этого, и так вплоть до 92-го года. И до 92-го года практически вообще весь район залива Сан-Франциско был вот в этой движухе трэша. Heavy metal, what we know as heavy metal today, really just like grew out of that scene in San Francisco and kind of spread all over the country. I remember... И металл тогда на то время, тот металл, который мы знаем сейчас, он как раз и рождался тогда вот в этой всей движухе района Сан-Франциско, и оттуда он рос и распространялся по всей стране. We were just sitting out around one day, and the singer of Exodus, a guy named Paul Bailoff, was an absolute maniac. He walked into the rehearsal and said, "Metallica, so heavy, they're so heavy." And I was like, Metallica? And I thought, what a great name. That's like the best name in the world, Metallica. И тогда вокалист нашей группы Exodus, чувак по имени Пол Бейлов, он вообще был, короче, маньяком тогда. И он как-то заходит к нам на репетицию и говорит: чуваки, группа Metallica, вообще тяжелая такая. И я сижу и думаю, Metallica, какое крутое имя, Metallica. That is the best name I think I've ever heard for a metal band. Metallica. Это самое лучшее имя, которое я когда-либо слышал для группы металла. He said, "Yeah, they're playing the Stone tonight. We gotta go check them out." And so we went. Он сказал, да, они играют в Stone, Stone камень, это название клуба. Говорит, они играют сегодня в Stone, нам нужно пойти посмотреть на них. And literally there was like 15 people there. Мы пришли, там тупо было 15 человек, зрителей. I remember being at the front of the stage going, wow, these guys are pretty goddamn good. And there's a recording of that show. And in between songs, you can hear me scream, "Sweet Savage!" And Dave Mustaine walks up to the mic and says, "Fuck off." И тогда, там никого толпы не было. Была запись даже сделана этого концерта. И вы можете слышать между песнями на этом концерте, я кричу, типа, играй сладкую Sweet Seven, это что-то, какая-то, наверное, песня, я не знаю, сладкая семерка. И можно услышать, Дэйв Мастейн тогда подходит с микрофоном на меня и кричит: заткнись нахуй. Literally, there was like 15 people at that show. A few months later, we got booked to play a Metal Monday. And it was Exodus's first show at Metal Monday at the old Waldorf. And we got booked onto that show because we were friends with the headlining band, which is a band called Lost Rocket. And... И тогда там, тупо было 15 человек на том концерте. И следующее, это мою группу Exodus
взяли на один из этих метальных понедельников в Волдорф, и мы тогда разогревали группу, которая называлась Laz Rocket. And in the middle was Metallica. And we were like, И oh, посередине этого концерта была Metallica. cool, we're gonna be playing with Metallica. That's great. And I remember we played that show. There was about maybe about 100 people in the club, and then Metallica went on, and the place was packed. I don't know where the people came from, but all of a sudden they just showed up. И мы играли тогда, ну, с Metallica, я тогда думал, о, класс, мы будем играть с Metallica. И мы когда играли, там было всего, ну, человек 100, наверное, было зрителей. Ну, так, нормально, но потом Metallica вышла, и полностью заполнился клуб. Он говорит, я не знаю, откуда они появились, но люди просто вот во время Metallica пришли и полностью заполнили клуб. Played for like 45 minutes, and then when they went off stage, the place emptied, literally emptied, and there's. И Metallica тогда играла где-то минут 40-45 поиграли, и как только они ушли со сцены, место опустело. Тупо вообще никого не было в клубе. 30 people for Laz Rocket. Там осталось 30 человек слушать Laz Rocket. The next night was a benefit for Metal Mania magazine, and we got asked to play with Metallica again. И на следующую ночь там была специальная акция там для журнала Metal Mania, и нас попросили поиграть с Metallica еще раз. It was a better situation because it was just us and Metallica. And, тогда уже лучше было, потому что всего там играли две группы, это мы и Metallica. I met those guys for the first time in the dressing room of the Mabuhay Gardens, which wasn't much of a dressing room at all. It was like an indoor alley. И тогда я вот как раз познакомился с ними. Познакомился я в раздевалке, это Indoor Gardens, ну это где они делали концерт. И там даже не раздевалка была, а такое вот подсобка какая-то. You know, the beginning of my relationship with them. And it's really. И это было вот как раз то самое начало моих отношений с Metallica. Because you know. Like years after that, you know, people would ask me, well, when's the first time you ever talked to those guys? And I would say, you know, I first met him at the MAB. And Lars is like, really? I don't remember that. And James is like, huh? Really? They don't even remember. Paul Bailoff. И потом вот там уже спустя несколько лет, меня даже когда спрашивают там, типа, ну а когда ты в первый раз познакомился с Металликом, я говорю, ну вот я в МАБе, ну это сокращенно, наверное, в МАБе с ними познакомился первый раз, и Ларс такой, что в натуре, и Джеймс тоже такой, что ты вообще, я вообще не помню. Короче, они не помнят, когда мы первый раз с ними познакомились даже. A very insightful sort of personality. He was really smart, all right? I'll say that. First and foremost, he knew exactly what he was doing the whole time. And, you know, it really was just like his way of like getting everyone together into the tribe and making sure that the tribe was pure and its intentions were pure and everyone was there for the right reasons. And his way of weeding out all the people who were not worthy was, you know, looking for visual signs like, oh, Motley Crue, they're posers, you must be a poser. И Пол Бейлов, он был такой вот чувак заводной, он тогда собирал нас всех, он создавал такое свое особое племя среди нас всех металлистов. У него была такая вот фишка, он пытался найти кого-то, кто не принадлежит этому нашему обществу. И вот он смотрит, кто-то идет и говорит, так ты фанат Motley Crue, ты поузер. You know, whatever. What he really was doing, though, is that he was just making sure that everyone was just as metal as they possibly could be in his presence. It was entertaining to watch. А вообще вот что он хотел сделать, это он хотел, чтобы все, кто вокруг него находится, или когда он находится где-то, все были как можно больше металличней и ну так далее. Because it was something that he saved exclusively for just, you know, the audience. He would never like walk up to any of the musicians and like, you know, pull that kind of shtick, you know, because I think he just knew that we probably knew better. But he would. И там были некоторые, конечно, вещи, которые он только говорил вот аудитории. Музыкантам такого бы он не говорил, потому что, скорее всего, он понимал, что мы знаем тоже кое-что, поэтому он, ну. He would do it to the most like
like unsuspecting person in the audience, single them out and go, "Hey, you're a fucking poser," and like, dude. И он бы так вот делал в основном тем, кто этого не ожидает. То есть он бы вот так вот в зрительном зале нашел кого-то, на него тыкнул, говорит: «А, ты хуев поузер». Literally, like, just like go over there and just like manhandle a person, tear off their shirt, rip it up, throw it in the audience, and keep a piece for himself and like wrap it around his wrist or whatever, you know. Он бы тогда тупо вот туда, короче, в толпу ломится этого чувака, ну, там, начинает с ним там что-то бороться, порвет у него футболку, оторвет футболку, выкинет, короче, кусок футболки в толпу, себе оторвет кусок, намотает его как трофей на руку. Trophy, you know, and there was never a dull moment with him, ever. С ним никогда скучно не было. Driving around with him, you know, I'd get in his car, his dog, which is half wolf and half something else, would be in the back, you know, barking, moving around, and Bailoff would be talking, you know, he had road rage, so he would be like screaming at people outside of his window, you know, talking to me, you know, just driving just like haphazardly. It was just very exciting being around him. And и Пол Бейлов, мы с ним когда ездили на машине, он ездил он вообще как маньяк всегда. Сзади на сиденье сидит собака, его собака. Собака у него, она какая-то, короче, ну наполовину точно волк, наполовину не пойми что, она сидит, гавкает. Тут Бейлов сидит со мной, что-то пытается разговаривать, потом высовывается в окно, орет на прохожих, обратно, потом на меня орет. Ездит как маньяк, так, ну, вообще не соблюдая правила. Короче, с ним было весело. An adventure. I was just sitting there, and it was April 1st, so I thought it was an April Fool's joke, and I had to say to the person on the other end, "Is this an April Fool's joke?" And I said, "No." They heard the Exodus demo, and they're very interested in you flying out and trying out for the band. I had a... И тогда вот произошло 1 апреля. Я сначала подумал, что это первоапрельская шутка. Я даже тогда спросил у того, кто мне звонил на том конце телефона. Говорю, это типа первоапрельская шутка. Они говорят, нет, вот они послушали ваше демо Эксодуса, и они хотят, чтобы ты прилетел в Нью-Йорк и прослушался. Но только сначала тебе надо выучить все песни. Back then, you know, learning 8 or 10 songs in a week would have been pretty difficult. I could probably learn 8 or 10 songs in like... И на то время за неделю выучить 8-10 песен это было довольно-таки сложно. 4 days now, because I'm just better at it, but... Сейчас я 8-10 песен могу там за 3-4 дня выучить, но тогда это, потому что я, во-первых, лучше, чем тогда был, тогда это было очень сложно. It was a lot. And I remember sitting down with that Metallica demo tape and just learning as much as I could, and then flying out. Да, это всем вам, кто там на Кирка, короче, пакетом шелестит, выучите вот эти все песни с Kill Em All за 7 дней, слушая просто, снимите по слуху. Это так. I remember when I arrived to New York City, and I arrived to the rehearsal spot in Jamaica, Queens, at the music building, and literally it was like 20 degrees outside. Я тогда прилетел в Нью-Йорк, я помню, прилетел я в Jamaica, Queens, это была студия такая, на улице было холодина там, по-моему, минус 20 было. And it was snowing. Снег шел. That was a bit of a shock for me, because I'd never left California. Для меня это тогда шок был, потому что я никогда за пределы Калифорнии не выезжал. At that point. I remember getting there, and it was like early evening, and those guys were just getting up. And I thought, who the fuck gets up at 6 or 7 o'clock at night? И я тогда помню, приехал, захожу, а они только просыпались. Это уже вечер, 6 часов, а они только просыпаются. Я еще думаю, какого хуя они только просыпаются в 6 уже вечером? And I remember saying Маты я перевожу дословно. To them, and then like 15 minutes later, going, you know, they saying to me, "Come on, let's just play some tunes." And they said, "Well, what do you want to play?" And I instantly went for like, you know, the easiest song to play, which is "Seek and Destroy." И тогда я говорю, давайте поиграем. Они говорят, а что ты хочешь играть? Я говорю,
я такой подумал, говорю, ладно, надо начать с самой легкой песни сыграть. Ну, понятно, это Seek and Destroy. And I remember playing Seek and Destroy with them, and I couldn't understand why Lars and James kept on looking at each other and smiling. And I thought, wow. И тогда мы играем вместе Seek and Destroy, и я помню, на них смотрю и не понимаю, почему Ларс и Джеймс друг на друга смотрят и улыбаются все время. They must really enjoy the song, or maybe there's something else going on that I don't know about. Им или эта песня сильно нравится, или там еще что-то сейчас происходит, но я не знаю, что-то странно. But I later found out that it was because that they were just so happy that it sounded so good right from the start. I just started playing shows with them, and then Потом я узнал, что это они просто были очень счастливы, что прозвучало с самой первой песни, прозвучало так, как они как раз и хотели, так, как оно нужно было. so you know, I'm in the studio with them and recording Kill 'Em All, and so I thought, well, I must be in the band if I'm recording an album with them now, because they never. И тогда я играл с ними уже, и концерты мы играли, и потом я пошел с ними и записывать Kill 'Em All. И я думаю, ну, наверное, я все-таки уже в группе, потому что, ну, я альбом с ними записываю. Down and said, "You're officially in the band." Потому что они никогда не подошли ко мне и не сказали, ты официально сейчас у нас в группе. Did that. We only had 3 weeks, and we had to rush through a lot of stuff. And there's all sorts of mistakes on that album, but we couldn't really do anything about it. Everything. У нас всего было 3 недели, нам нужно было очень быстро этот альбом записывать, там куча ошибок на этом альбоме, и у нас не было никакой возможности их как-то исправить. Was pretty much scheduled. You know, this time for drums. You know, drums and bass. This time for rhythm guitars. This time for lead guitars. This time for vocals. And там все было так определено. Вот это кусочек времени, это для барабанов и баса, это для ритма, это для соло. Тут это время отведено для вокала. And you know, wherever you were at the end of that period of time, that's where you were at. And so. И вот где и на каком уровне ты был тогда в то время, выделенное тебе, это все, что ты мог тогда вот делать. Those guitar solos I wish I could do over, but you know, it's like it was really just okay, done, next one, okay, done, next one, okay, done, next one. But what? I gotta fix some stuff. Nope, gotta go to the next one. И сейчас уже, конечно, я хотел бы там многие соло, которые на этом альбоме, я хотел бы их переделать, но тогда не было времени. Я написал, и они говорят, все, это записано следующее. Я говорю, не, ну как, мне надо тут переиграть, перезаписать. Нет, все, следующее соло. There's like the bad notes all over that album. Там плохие ноты вообще везде на этом альбоме. They're kind of shaky, but you know, when I think about it, it's just like it gives the album personality, and I heard a track. I think I heard Four Horsemen a couple days ago, and I thought, you know, we were just going for it. We were just happy to be there, and we were happy to be recorded. We had pretty high standards of quality even back then, but we didn't have the resources to really do anything about it until the. И, ну да, альбом, конечно, вышел такой себе по качеству записи, но мне кажется, что этот альбом как раз вот и имеет свое собственное я именно из-за этого. Я вот недавно послушал, конечно, Four Horsemen еще раз, и, ну, хоть у нас и было, конечно, еще даже тогда у нас было высокое ожидание к качеству, у нас было высокие требования к качеству, но у нас не было ресурсов. То есть требования-то у нас были, но ресурсов у нас не было высоких на то время. And then, you know, that's why there's such a big difference in terms of like sound and production between Kill 'Em All and Ride the Lightning. Ride the Lightning represents everything that we wanted to do on Kill 'Em All but couldn't because of time restraints. И вот это вот то, что, ну, разница между Kill 'Em All и Ride the Lightning как раз вот это и показывает. Ride the Lightning, он сам собой показывает то, что мы хотели сделать на Kill 'Em All, но не могли из-за отсутствия времени и ресурсов. And so that's why, you know, when you put them together, there's a big difference, a lot of progress in terms of sound and performance. И вот поэтому вы чувствуете такую значительную разницу, если их один к одному поставить, между Kill 'Em All и Ride the Lightning, именно что касается звука и
нашего выступления, ну, нашей записи. It was fun. We got drunk every night afterwards, you know, kind of like just celebrating. And we didn't really know what the engineer was supposed to do. We had no idea what the producer was supposed to do. And so we were just kind of like, you know, taking it all in and taking notes. И это было весело, конечно, мы бухали каждый вечер после этой записи, ну, типа как праздновали. Но мы тогда не знали, что там звукорежиссер, что там продюсер будет делать. Мы как бы так вот смотрели краем глаза, ну, и запоминали некоторые моменты. And, you know, I would say that Kill 'Em All is imperfect, but that's what makes it perfect, is his imperfections. И я бы хотел, конечно, сказать, что Kill 'Em All, он не абсолютно, не превосходно записанный альбом, но это делает его абсолютным и превосходным, именно вот эта его непревосходность. Сейчас мы рекламу будем с вами смотреть. Touring in less than favorable conditions, but it didn't matter because у нас проходили туры в таких условиях, которые, конечно, нам не сильно хотелось. Disney Plus, Hulu, and ESPN Plus now bundled together. The greatest stories and characters, the largest streaming TV library, and exclusive sports. Disney Plus, Hulu, and ESPN. But it didn't matter because it was our first tour, and you know. Условия были плохие, конечно, не так, как нам хотелось, но нам это абсолютно никак не имело значения, потому что это был наш первый такой тур. The fact that we were on tour and being able to like go from place to place, from city to city, and play to different people every night was enough to keep us going. И это был наш первый тур, и только тот факт, что мы ездили, каждый вечер мы ездили от города к городу, от города к городу и выступали перед людьми, это делало для нас тот факт, что это было, ну, условия были плохие и так далее. Нам это, ну, нравилось. You know, I remember having a lot of problems with my guitar sound. Constantly. Помню, у меня были постоянно куча проблем со звуком моей гитары, постоянно. Problems with my guitar sound. Because the Marshalls we had, you know, I don't know what it was, but it seemed like every time I plugged into the Marshall I had back then, it just sounded different. And, you know, we couldn't, it was really hard for us to have consistent guitar sounds or change. Это, наверное, вот я помню наши маршалы, которые у нас тогда были, с ними всегда была какая-то проблема. Я помню, что каждый раз, каждый вечер я когда включался в свой маршал, он по-разному звучал. У нас тогда были большие проблемы, чтобы мы один и тот же звук с этого усилителя достать. У нас постоянно по-разному звучали гитары. Always just like messing with our sounds on that first tour. And Джеймс и я, мы все время, вот помню, в то время там что-то крутили, что-то подстраивали наш звук в том туре. We didn't have cases for any of the amps. You know, that stuff was just thrown in the back of a U-Haul. And so we were constantly having problems, but you know, it was all a learning experience as well. There were two bands stuck in. И тогда у нас не было никаких кейсов для усилителей. Усилки просто вот назад к грузовику закидывались, и там это все оно перебивалось, сбивалось. Мы, ну, короче, такое было. A very small RV, us and Raven. And our crews. And so there was. Мы тогда ездили в очень маленьком автобусе, таком туристическом автобусе, и там в этом автобусе были мы, группа Raven, и наши еще и все техники там. I would say about 12 people in an RV. We had a. Там где-то 12 человек было в этом маленьком туристическом автобусе. RV это не туристический автобус, это такой фургончик, как квартира на колесах, обычно используют для поездки, туристических поездок здесь по Америке. That first tour, because we were doing what had been the goal, you know, ever since we picked up our instruments, you know, go on tour, make an album, go on tour, and play music for people who'd never experienced us live before. And I remember. И это, ну, хотя это не имело значения, потому что мы делали то, что, ну, нам нравилось на то время. Мы записывали альбом, ехали в тур и играли в туре, делали то, что было нашей конечной целью. Играли музыку для людей, которые тогда эту музыку не сильно часто где могли услышать.
when Kill 'Em All came out, I thought, it'd be so wonderful if it was successful enough for us to do a club tour from coast to coast. I thought. Я помню, когда вышел Kill 'Em All, я тогда думал еще, вот бы было круто, если бы он был достаточно успешен, чтобы для нас, чтобы позволил нам по всей стране проехаться по клубам с концертами. От берега к берегу. Then that's some real success. And я тогда думал, что это настоящий успех, когда ты можешь от одного побережья до другого с концертами проехать. I thought that, that would be pretty much the extent of it. We'd just be a club band. Но тогда я думал, что это будет пик нашего успеха. Мы будем максимум это вот клубными группами, которые могут по стране проехать, сделать концерты в клубах. Because that's how we all started, and that's where that genre of music was sitting. It wasn't that popular. И это то, где мы начали, и то, где на то время был этот жанр музыки. То есть он был не очень сильно популярный, был чисто таким клубным явлением. Do is play shows that were club shows because not a lot of people. There just wasn't an audience yet for this kind of music. It was limited. It was a lot. Мы играли в клубах, потому что не было еще тогда аудитории, еще не было для такой музыки, было очень мало людей. Поэтому у нас максимум, что мы могли играть, это клубы. And I remember, just I had to bring my guitar everywhere with me, and I always had to have it within 2 or 3 feet of me because I was paranoid of it being stolen. And я помню, в то время я всегда с собой гитару мою носил, и она у меня была всегда на расстоянии вытянутой руки от меня, потому что я был, у меня параноидальная такая была идея, что ее могут у меня украсть. Right after that, the Kill 'Em All tour, we had an equipment truck stolen with all our amps, all our cabinets, and a few guitars. But none of the guitars were our serious guitars. They're all backup guitars. И тогда вот как раз после выхода Kill 'Em All у нас наш грузовик с оборудованием украли. Там украли все наши усилки и украли там некоторые гитары. Но все они гитары были не наши основные гитары, такие серьезные, которыми мы пользовались, а были именно, такие, второстепенные гитары. I was just so thankful that I taken the time to always have my guitar and my guitar case close to me, whatever the situation. And actually, I'm still. И тогда я вот помню, что я был очень сам себе благодарен, что у меня тогда гитару с собой гитару брал, а не в грузовик ложил. Like that to this day with that guitar. I mean, wherever I sleep, that guitar is probably in the same room with me. And so И вот эта гитара до сих пор, где бы я ни спал, если я сплю где-то, эта гитара будет со мной в той комнате. It was a very interesting album. We landed in Copenhagen, and we were there to record an album, and we had a limited budget, and we had worked out only so much time, and when it looked like we needed to be there longer, we worked out a deal with the studio, but we. И потом мы приступили к записи альбома Ride the Lightning, прилетели в Копенгаген на запись альбома, но тоже у нас было очень мало времени, нам нужно было больше времени, мы как-то пытались это все договориться со звукозаписывающей компанией. Не было у нас места, где мы могли жить в то время. Мы тогда жили на втором этаже у студии, там в каморке за актовым залом. All the tapes, so there'd be в той кладовке, где все были, там старые записи хранились. There'd be a space on the floor, and literally, fucking 3 sleeping bags, and then shelves of master tapes. Там тупо было вот так вот место такое на полу свободное, где наши, блядь, 3 спальных мешка лежали, и вот так вот чистые ряды такие вот у старых записей. 3 sleeping bags because Lars, him being from Copenhagen, always had a place to crash. But 3 спальных мешка, потому что Ларс, сам он родом из Копенгагена, у него всегда было место, где он мог найти, где переспать. James and I, we were sleeping on the floor.
But you know, Я и Джеймс на thing with полу Ride the спали. Lightning is we were just kind of like we knew we had more time to explore certain guitar sounds, and we knew that having the right drum sound was key to having a good sounding album. I mean, И тогда у нас было, конечно, немножко больше времени для того, чтобы понять, там, поработать над звуком гитар. Но что мы тогда поняли, это то, что хорошо записанный звук барабанов – это ключ к хорошо записанному альбому. all good, great sounding albums sound with great drum sounds, and we knew that, and we knew Все хорошо записанные альбомы, все записаны с хорошо записанными барабанами, и мы это знали. Silence had a reputation for just it being a great sounding studio. И Sweet Silence студия была, у них была репутация как студии, которая могла записывать хорошо именно барабаны. Also, back then, studios were a lot cheaper to record in compared to American studios. Тоже в то время, тогда эта студия были они намного дешевле, чтобы в них записаться в сравнении с американскими студиями. And you know, it's Copenhagen, you know, ours is home country, blah blah blah. We just thought it was a Ну и вы поняли, да, это Копенгаген, типа страна, откуда Ларс родом. Там. you know, to be away from the Bay Area. But what we did not know is that we were going to be away for so long, and we ended up being away for like 5 or 6 months. И мы думали, что было, ну, нормально так, по чуть-чуть уедем куда-нибудь там, будем вне района залива Сан-Франциско, но мы не знали, что мы будем настолько долго вне этого района Сан-Франциско. Мы туда, в Копенгагене мы были где-то 5-6 месяцев туда. And we all got incredibly homesick. I mean, incredibly homesick. I remember a lot of those feelings that are around the lyrics of Fade to Black had a lot to do with just feeling homesick. И тогда вот мы очень сильно ностальгировали по дому, ну прям очень-очень сильно. И если так подумать, то много вот того, что в лирике Fade to Black, ну как раз передает нашу ностальгию по дому. Because we were all just pining for home. I remember, you know, being kind of, you know, depressed, wanting to be home. Came time to do my solos, and I remember just like, fuck, you know, I have all this energy, but I'm like bummed out at the same time, and so I just kind of just put all those feelings into my guitar solos. И тогда у меня как раз было вот, ну, время работать над моими соло гитарными. Я помню в то время тогда, блядь, думаю, у меня времени сейчас много, но что-то вот у меня как раз и грусть, тоска меня съедает. Ну, я лучше вот как раз эту всю энергию буду сейчас в соло перенаправлять. And that was therapy. Cliff, he was the only one who actually, like, you know, studied musical theory in earnest. I mean, I studied music theory, but Cliff went to school and studied it for like a couple years. Из всех нас был только Клифф, кто вот действительно там учил музыкальную теорию. Я учил музыкальную теорию тогда, но Клифф это был единственный, кто именно в школу специально пошел для того, чтобы учить вот эту музыкальную теорию. So he had a much firmer grasp of musical theory and harmonies. У него тогда было самое лучшее понимание музыкальной теории и гармонии. Really good at teaching us how to harmonize guitars and whatnot. Он тогда нас, вот, помню, с Джеймсом учил, как намного лучше гармонии гитарные играть. I mean, my only experience with harmony guitars is like Thin Lizzy songs, and even then, you know, I'd only play one guitar part, you know. У меня тогда на то время опыт с гармониями на гитарах был только то, что слушать там и играть песни Thin Lizzy, и то я тогда играл же только одну гитару. But Cliff, he was really into harmonizing everything.
and he would like come up with bass parts and harmonize the bass parts. He played a lot of guitar. He'd come up with guitar parts and harmonize guitar parts. И Клифф тогда, он был, ему надо было гармонии на все. Он бы написал бас, гармонизировал бас, потом пошел поиграл на гитаре, сделал гармонии для гитары и для баса. He was just really, really into harmony. So who's your main Тогда Клиффу просто, он вообще, да, гармония была его все. influences there, Cliff? Main influences, Geezer Butler, Geddy Lee, Stanley Clark, Tony Iommi, Richie Blackmore, Noah Kingman. Ed Клифф, кто были твоими самыми, кто вдохновил тебя больше всего? Меня вдохновили больше всего Ричи Блэкмор, Тони Айоми, Гизер Батлер. old guitar player for Leonard Skinner. He's fucking bad as shit. А еще старый гитарист из Линард Скиннерд. Там вообще пиздец, чувак классный. I swore a few times. I guess I wasn't supposed to do that. No. And so Только что матюкнулся несколько раз. Я так понимаю, что мне не надо было этого делать. remember I was working out guitar solos for Ride the Lightning. I thought, oh, I'm gonna harmonize this piece, this solo. And I remember thinking, okay, if I do it myself, it's gonna take hours. But if I get Cliff over here, it's gonna take 15 minutes. И я тогда вот помню Fade to Black, там гармонии гитарам писал, и пишу гармонию, сижу, думаю, так, подожди, если я сейчас буду это сам делать, то это часы на это уйдут, пойду я сейчас Клиффа найду где-нибудь на минут 15, и все будет сделано. You know, he's just like, he said, all right, write out all the notes. I was like, okay, E, G sharp, B, and he'd go, okay, E, we're gonna go to the fourth, which is A, okay, G, we're gonna go to the fifth, which is C. Я не знаю, как вам перевести эти ваши ми, соль, ля, би, моли, не знаю. Ну, короче, он говорит, я тогда прихожу, и Клифф говорит, распиши мне все эти ноты. Ну, я говорю, ну, сюда вот Е, сюда Дж, сюда там еще такое. А Клифф подходит, так, подожди, нет, тут Е, да, четвертое от Е это А, и так далее. Это вот к вопросу, к вашим комментариям хейтовым, блядь. Димон, что ты как это, блядь, как над забором сидишь, там Е, АМ называешь. Это же все там подзаборщено, надо соль, ля, бемоли. Это только у вас соль, ля, бемоли. Здесь Е, А, Б, С, Д, Е. You know, he'd do that kind of thing and just do it all on paper. And then he'd say, okay, then let's get our guitars and see how it sounds, you know. And 9 times out of 10 it would sound correct. Ну, мы вот распишем все ноты на бумажке, это все запишем, а потом я такой, так, сейчас я пойду попробую, что он мне тут написал. И 9 из 10 всегда, когда я пытаюсь это все, потом смотрю на бумажку, переигрываю это на гитаре, и оно звучит правильно. And I would be so blown away. And so there was a point during Ride the Lightning that Cliff left to go back home, and we were all so jealous because his parents... И меня тогда вот очень восхищало это вот умение Клиффа. Как-то в то время Клифф, у него так получилось, что он поехал домой во время записи. И мы все тогда ему очень сильно завидовали. Он единственный, кому удалось поехать обратно домой. Sent him a ticket, and none of us had that kind of resource, you know, to do that. And so there was a time Ему родители тогда прислали билет, а у нас ни у кого таких не было ресурсов, чтобы купить билет домой. during the Ride the Lightning sessions where it was just James, Lars, and myself. And I remember James wanted to work out. It's not really a harmony. It's like a alternate part in For Whom the Bell Tolls. And И тогда были только я, Ларс и Джеймс. И я помню, Джеймс что-то сидел и говорит, надо нам с тобой сейчас поработать над гармониями. И вот в песне For Whom the Bell Tolls kind of based on harmonies. And I remember him and I trying to work it out, and we fucking couldn't work it out. And him там оно чуть-чуть основано на гармониях. Я помню, мы с ним сидели на ней, работали. Оно, блядь, вообще никак не получалось у нас. being frustrated, going, fuck, I wish Cliff was here. И мы тогда сидели, и я такой, меня, короче, это очень сильно разосадило. Думаю, блядь, да где ж Клифф сейчас, ёпта. It took a few days, but eventually he worked it out. It just Это, конечно, заняло у нас несколько дней, но в оконцовке Джеймс все-таки понял, что там надо делать. goes to show. I mean, he had such a great grasp on music theory, and you know, his approach to harmonies and everything, you know, harmonic rubbed off on us a lot. And then once he left, I remember
thinking, oh shoots, we've lost like a huge source of musical knowledge, and technique and theory. И это вам показывает, насколько Клифф был, конечно, грамотный в музыкальной теории, гармониях и так далее. Я вот помню тогда, когда Клифф умер, я думал, что, блин, это что ж теперь у нас, как теперь? Клифф это был единственный, кто понимал музыку лучше всех у нас в группе. I remember thinking, shoots, who's gonna fill that gap? And I remember just freaking out and then buying a bunch of music books and just brushing up on my own musical knowledge and theory. Я тогда сижу и думаю, блядь, это ж теперь как его заменить? И вот помню, пошел тогда накупил себе кучу всяких музыкальных книжек по теории и пытался вот как-то наверстать все упущенное и понять больше, чтобы самому понимать эту всю музыкальную теорию. So, I mean, that was pretty much, his biggest sort of contribution in terms of inspiring us and influencing us, other than his riffs. Это было его как раз тогда вот самое большое на нас влияние, вдохновение нас. Это как он повлиял на музыкальную структуру всех наших песен, помимо того, что там он повлиял на создание рифов. And we had so much energy, and a lot of it was just nervous energy. I remember whenever we would play a big festival like that, we'd all be a bit nervous, and some of us would, have a couple beers, to kind of take the edge off. But that nervous. И у нас тогда было очень много энергии, но эта энергия, она была в основном от наших нервов. То есть мы были такие нервные все время на сцене, у нас всегда мы чего-то боялись. И вот из этого мы пытались как-то нашу энергию выдавить. И помню, тогда концерт там какой-то, нам надо же было там пару пива сначала бацнуть. I think contributed a lot to the beats per minute. И вот эти вот наша энергия, она в основном исходила как раз из этих всех, сколько ударов в минуту у нас тогда получалось. See spandex and fucking eye makeup and all that shit and the words rock and roll baby in every fucking song. This ain't the fucking band. Сейчас переведу. Если вы, блядь, сюда пришли посмотреть на ебаный спендекс, на ебаный макияж, то вы, блядь, в очень плохое место пришли. Здесь вы не услышите в каждой ебаной песне слово «бэйби». Вы пришли слушать металл. Вы сюда пришли, чтобы ваши ебаные головы, блядь, мотылялись вот так вот за целые 15 минут. А вы с нами или нет? Это к вопросу о моем прошлом видео про рок-н-ролл, блядь. Это ж сколько, блядь, сколько раз Джеймс Хэтфилд матюкнулся на сцене, а мы все, как маленькие, сука, девочки, переживаем, что кто-то кого-то ебаным мудаком назвал на сцене один раз. The fact of the matter is that back then we were just all so just energetic naturally. We all just had so much energy, and we just needed a place to get it all out. И факт вот был в том, что у нас у всех тогда было очень-очень много энергии. Эту энергию надо было куда-то вот у нас найти, чтобы выплеснуть. Was where it all came out. I remember. И сцена это то, где эта энергия выплескивалась. Getting the song Master Puppets together, and I just couldn't believe it. I mean, it's just everything just kind of flowed into every riff, flowed into every other riff, and the only thing that was 100% realized with that song was the opening riff, the main riff. Everything. Я помню, когда мы писали песню Master of Puppets, там вот все как-то тогда так получалось, что риф накладывался на другой риф, мы прямо вот к этой песне подходили так по-особому. И я помню, что единственное, что в этой песне с самого начала, вот что мы привносили в эту песню, это начальный риф, все остальное оно менялось. Kind of just came after it,
Like in the first parts И все остальное вот она как бы накладывалась на вот этот основной первый начальный риф. I had, you know, this is based off some riffs I had, but they weren't exact. They didn't sound like that. И вся песня, она больше как накладывалась на другие там рифы, которые мои рифы были. Это к вопросу, что Kirk Hammett, блядь, не написал ни одной песни. Все рифы, которые у меня были, конечно, они потом видоизменялись, но в основном вся песня была написана на рифы, которые у меня были. Chorus part, you know, before the chorus is another. И вот эта часть припева, перед самым припевом, там это тоже одна из основных частей песни, на которую все накладывалось. Thing that I had, but it didn't sound quite like that. Это моя была тема, но она чуть-чуть по-другому звучала. James had, but it didn't quite sound like that. Это Кирк поет? Это рыба Кирка. So, Только хорошо на русском языке рыбу пишут на таком полуанглийском, а видно на английском рыбу пишут на английском. it was when everything came together, that riff kind of like set the tone for all these riffs to be changed to become that song. And И когда время пришло писать всю эту песню, вот этот риф, он как бы так начал видоизменяться и положил с собой базу для написания всей песни. Чтобы знаете, кого благодарить за мастеров Puppets. we didn't know that the finished product was going to sound like that for that particular song. All we had was the riff. By the time that song was done, we were like, wow, this is fantastic, much better than any of us thought. And И мы тогда не знали, как эта песня получится в оконцовке, после этого всего рифа, который я написал. Но когда вся песня уже была закончена, мы такие посмотрели, думали, ля, класс, мы даже не ожидали, что она так получится. it was really consistent from song to song. I mean, Disposable Heroes, I remember showing up, you know, we were jamming on it. You know, the very fast part was a riff I had that we had been jamming on for like months before. At least Lars and I. И все вот песни так были, вот я помню Disposable Heroes, когда он пришел, мы что-то там сидели, джемили эту песню, и мы уже ее какое-то там довольно долгое время играли, особенно вот эта вот быстрая часть в этой песне, я помню Ларс тогда. We would jam on the fast part, you know, just casually. But when that song was coming along, you know, the feeling that it was special started to hit me, and I remember I got a lump in my throat. И вот мы играли, там что-то мы быструю часть играли, и как-то так, особого не было ощущения. Но я помню, вот тогда как-то получился такой момент, когда мы к нам начало приходить понимание того, что это будет особая песня. Я помню, у меня тогда вот даже комок в горле начал появляться. And that lump started showing up on a regular basis every time I'd show up for rehearsal, and it came time to play another song. I'd get this lump. Этот комок в горле у меня начал появляться все больше и больше. Вот каждый раз, когда мы приходили уже там, записывать песню, играть песню, вот у меня он начинал появляться, этот комок гордости, я так понял. I was like, wow, you know, I'm physically reacting to this song on a subconscious level. И у меня появляется физическая реакция на эту песню, на подсознание, я на нее реагирую так. You know, because I'm just working on, you know, the logistics of the song, but you know, something inside of me is being affected too from an emotional sort of standpoint. Я просто работаю над этой песней, как обычно, там, логистически подходя к работе над песней, но на подсознанке у меня что-то физиологически связывает с этой песней, и она становится чем-то большим, чем просто. Happened when we were working on Sanitarium. I was just like, lump in my throat again. Orion was the middle part of Sanitarium until it was decided that it was going to be its own thing. Орион вообще-то изначально был просто средней частью песни Welcome Home Sanitarium, пока мы не поняли, что это может быть своей отдельной песней. And so then Orion became its own thing, and Sanitarium. И тогда Орион стал с отдельной песней, и Санаториум.
became its own thing. И Санаториум At стал one point, отдельной песней. we were debating whether Sanitarium needed a chorus or lyrics over the chorus part or not. Of course, lyrics came over that chorus. Most of the material. Мы тогда еще думали, а что там в Санаторию, знаешь, какой-то припев придумывать. Мы думали, какой там придумывать припев. И, ну, понятно, потом уже этот знаменитый припев появился. And there was only a couple songs that were not done by the time we got to Sweet Silence. That was the thing that should not be. But the basic... И я помню, что тогда было всего лишь несколько сонг, которые еще не были доделаны или сделаны до того, как мы приехали на Sweet Silence студию. Это была песня The Thing That Should Not Be. Were there, would just need to be finished, and also Damage Incorporated. Again, Там был куплет, но его надо было доделывать. Также Damage Inc. Riffs were there, just needed to be finished. Рифы были, но надо было доделывать. Finished just really quickly in the studio. Those two songs. И мы эти песни доделывали уже в студии очень быстро. Were just when they were done, they were done. there weren't any like major changes or anything like that to it. И когда мы их доделали все. То есть мы там их там не переделывали, не пытались как-то там чего-то доделать. I can remember thinking with The Thing That Should Not Be, it was in 1986 hardly anyone tuned down, but we wanted to tune down. И я помню на The Thing That Should Not Be в 1986 году тогда практически вообще никто никогда не снижал строй на гитаре, а мы решили снизить. Because of Sabbath, Into the Void, that kind of thing. Not only did we... Ну, потому что наше влияние Black Sabbath, песня Into the Void на нас. But we tuned down a half step more than usual, which was, everyone back then, or Sabbath would only tune down to D. We tuned down to C sharp, thinking that, we're that much more clever, it's going to be that much more heavy. Тогда, были некоторые, кто опускал строй, но мы тогда опустили на этой песне строй на полтона ниже. То есть вот там Black Sabbath, они там в D опускали, а мы на C sharp, или D бемоль, опустили. И мы тогда вот такие вот самые умные, вот сделали на полтона ниже, то есть сделали ее на полтона тяжелее. Heavy, much more heavy, I don't know, but it turned out pretty heavy. For me, that's one of the standout tracks. The Thing That Should Not Be. Для меня это такая песня, которая стоит выше, отличается от других песен для меня. Это именно вот That Thing That Should Not Be. I think it's a really, really unusual type of song, and at the time there wasn't very many songs like that. In fact, это очень необычная на то время песня, и не было так много таких песен, которые похожи на нее. All the songs on Master of Puppets and say there aren't any songs like this contemporarily right now, and I think that's why it became such a successful album. Хотя и все песни на альбоме Master of Puppets на то время там, не было вообще песен, похожих на то, что было на Master of Puppets. Я считаю, это поэтому альбом стал таким успешным. It presented a palette of colors that no one had ever seen before, or tasted before. Это предоставило такой спектр красок, которые до этого никто не видел, не пробовал. To this day, if you're not hip to like heavy metal culture or the sound of heavy metal, and you get that album, it's like a blueprint for so many albums to come afterward. И даже если сейчас, допустим, еще не вникли в музыку металла там и так далее, то вот как раз Master of Puppets, он как blueprint, то есть как черновик, как основная база этого всего. И сколько уже сейчас групп и сколько альбомов возникло, базирующихся на этом альбоме. It's such a unique album, and everything that we knew at that point, all our skills, all our knowledge, all our creativity, all our inspirations, all our influence poured into that album.
It was great. Это настолько уникальный альбом, и все, что мы знали на то время, весь наш опыт, все наши знания, все ушли от написания этого альбома. Really intimidating for me because I held Black Sabbath at such high fucking standards. It's just like. И вот тогда тур с Оззи для меня было прям совсем меня аж пугало, потому что вдохновление, которое на меня оказывало Black Sabbath, это было, блядь, вообще, вершина всего. To me, at that point, Black Sabbath were the ultimate, В то время для меня Black Sabbath это были, вообще эталон всего. I still feel that. И до сих пор я так чувствую. Singer of, the former lead singer of Black Sabbath was just. И играть вместе с бывшим вокалистом Black Sabbath это было просто. Thing. And being a huge Randy Rhoads fan and Blizzard Ballast fan too, that definitely played into it. But и также я еще был огромнейшим фанатом Рэнди Роудса, там Blizzard of Us альбома, это тоже на меня так влияло. For Cliff, it really, really meant, I think, more to him than anyone else. And all he could talk about the entire time was Black Sabbath. Но для Клиффа это было прям совсем очень-очень сильное чувство, потому что для него этот тур с Оззи Осборном значил больше всего, больше, чем для кого-либо из нас. И все, о чем он мог говорить во время этого тура, это вот о Black Sabbath. During soundcheck, he was always playing Sabbath riffs in the hopes that. Во время саундчека он всегда играл рифы Black Sabbath. Get Ozzy's attention, And I remember one time, what were we playing? Maybe Hole in the Sky or maybe Symptoms of the Universe or something during sound check. And all of a sudden, out in front of the stage, there's Ozzy, like big old smiles going, yeah. And oh my God, we just like, it was amazing for us to be acknowledged by Ozzy. И я помню, да, во время одного из саундчеков мы играли, там что-то Symptoms of Universe или как-то так, и мы играем, и тут откуда-то заходит такой, и перед сценой стоит Оззи, там что-то орёт, класс, чуваки, и я помню, для нас это было, совсем очень мощно, так вот, что Оззи подошел и как-то нас, обозначил, что, Soundcheck. And I remember looking over at Cliff, and Cliff just had the biggest smile. It's just like, and whenever he's happy, he'd do the slow motion walk. He'd just do the slow motion walk. But и я смотрю, да, на Клиффа. Клиффа была такая огромнейшая, широчайшая улыбка, и он всегда, когда он был в хорошем настроении, когда он был счастлив, он всегда так, он как бы ходил так медленно, как в замедленной съемке такая походка у него получалась. Whenever he could, he'd always mention Black Sabbath to Ozzy, and he would always try to get Ozzy to talk about Sabbath. И всегда, когда у него появлялась возможность, он всегда пытался говорить с Оззи о Black Sabbath. Всегда он пытался спросить что-то и рассказать Оззи о Black Sabbath. Ozzy was always happy to talk about Sabbath. And so. И Оззи всегда был рад поговорить о Саббате. Cliff and Ozzy, they had quite a few conversations. There's one time where our bus stopped at a truck stop, and Ozzy's bus stopped at a truck stop, and we were told by Sharon the entire time, can't drink around Ozzy. Can't. И, Оззи и Клифф, они часто разговаривали. Я помню, как-то был такой случай, наш туравтобус остановился на заправке, и Оззи автобус остановился на заправке. Я помню, так к нам подошла Шерон и говорит, вам нельзя пить возле Оззи. Если пьете, чтобы Оззи рядом не было. If you're gonna drink, pour it in a solo cup, but don't give him any booze. Don't be seen drinking around him. Если хотите пить, налейте бухло там в какую-нибудь такую, обычную красную пластмассовую чашку там или как-то так, но не пейте возле него и ни в коем случае не давайте ему бухать. That we're like, fine, Sharon, and we were really good solo cups, И мы такие, ладно, все, да, договорились, и у нас тогда были такие интересные красные стаканы пластиковые. We're really paying attention to that. So we stop. Both buses stop at a truck stop, and everyone on our bus gets off except for Cliff. Everyone on Ozzy's bus gets off instead of Ozzy.
И мы тогда остановились на заправке, и все с нашего автобуса вышли, кроме Клиффа. А с Озиного автобуса тоже все вышли, кроме Ози. For Ozzy. Ozzy gets off his bus and walks over to our bus and goes onto our bus and sees Cliff. And the first thing he says to Cliff is, "Got any beer?" И тогда Ози вышел со своего автобуса, пошел к нашему автобусу, заходит в автобус, видит Клиффа и говорит, первое, что он сказал Клиффу, Клифф, у тебя пиво есть? It's like, yeah, Oz, right there. Help yourself. Он говорит, да, Ози, вон, смотри, бери. And so, after about 20 minutes, all of us go on, and there's Ozzy on our bus, and he's drinking. And I'm like, holy shit, what are we gonna do? И где-то через 20 минут мы такие заходим на наш автобус, смотрим, там Ози сидит и бухает. И мы такие, о, блядь, что ж мы теперь будем делать? Did not know what to do. We were like whispering, going, he's drinking. What are we gonna do? And we had no idea what we were gonna do. I remember at one point. Да мы такие, что нам делать, блядь? Что нам делать? Мы же не знаем. Он сидит, бухает. Что мы сейчас будем делать? Manager off the bus, went onto Ozzy's bus, grabbed their tour manager and said, we're in a real situation here. Помню, тогда мы вышли с нашего автобуса, пошли на их автобус, схватили их менеджера турового и говорим, у нас сейчас, короче, проблема сильная образовалась. Ozzy off our bus. And so Тебе надо сейчас пойти и забрать Ози с нашего автобуса. after about 10 minutes, their tour manager came on and said, Oz, we're about to leave. And Oz was like, oh, but I want to ride with them. And the tour manager. И тогда менеджер туровый зашел на наш автобус, там через 10 минут, говорит, Ози, погнали, нам уже выезжать надо. Он говорит, так не, я ж хочу с ними на автобусе ехать. Ozzy, we need to be together. And Ozzy left. And it was a bit of a situation. Говорит, не, Ози, ты должен быть на нашем автобусе. И, и Ози тогда поднялся и ушел. Because we thought that, that whole thing that just went down might have gotten us kicked off the tour. И тогда это была серьезная такая ситуация для нас, потому что мы все думали, что вот именно эта ситуация могла послужить тем, что концом нашего тура с Ози. There were actually a couple situations where we thought we were going to get kicked off the tour, but we weren't. Там вообще было даже пару раз, когда мы думали, что нас выгонят с этого тура с Ози, но все нормально прошло. Arena tour. So, I mean, and this was like, a conversation that we would have nightly. We'd go out there and fucking play our asses off as heavy and as hard and as energetic as we could, and just headbang. Да, блядь, каждый вечер мы, короче, выходили на сцену и играли как только можно тяжелее, как только мы могли. Потому что мы хотели показать это все, короче, как можно лучше. You can, and just go out there and give it 1000%, because it's our first. Всегда старались на 1000% выложиться. Tour. We wanted to make a maximum impact. Это был наш главный тур на то время, и мы хотели максимально, чтобы оставить след. It was the attitude every single fucking night. And, И это было наше отношение к выступлениям каждую ебаную ночь. In retrospect, I think we pulled it off, because I remember seeing an interview with Ozzy, like 2 or 3 years later, and he said, "Yeah, when Metallica were on tour, they blew us off every night." I was just going, seeing this in the magazine. И я думаю, что у нас как раз тогда получилось, потому что вот я помню, смотрел года через 3, наверное, 4, было интервью с Оззи, и Оззи тогда говорил, да, эти Metallica чуваки, они каждый раз нас, лучше нас делали, они blow us off the stage, то есть они выступали лучше нас, чем хедлайнеров. That's quite a lot for someone like Ozzy to say. Я думаю, блин, это ж настолько круто, это прям совсем мощно, когда кто-нибудь такой, как Оззи, о тебе такое говорит. I mean, my experience is we went out, we played as much as we could, then we'd get off stage and we'd watch Ozzy's show, and Ozzy every night looked like he went down, like he was master of the universe.
And for him, И мы тогда каждый раз, когда мы отыграли свой концерт, мы и шли и смотрели концерт Оззи каждую ночь. И Оззи, конечно, он выступал, ну, Оззи был повелителем вселенной на каждом концерте. to think that we blew him off stage after him watching him go down every night, it really made an impression on me because. И на меня тогда это очень оказало очень сильное влияние, когда услышать от самого Оззи, что мы лучше их выступали каждый вечер, после того, как я смотрел их выступления каждый вечер, это, конечно, на меня очень сильно оказало влияние. Tell that, you know, he was judging us not on fucking, you know, audience standards, but on musical standards, you know, and И он нас просто, он нас судил, блядь, не просто со стороны аудитории, а именно со стороны музыкальности. and like, you know, real like creative standards, and you know, it really meant Что у нас были творческие стандарты композиторские. to me. Feel like magic. IWRTN Inertia, the home of Midnight Metal, of course, tonight dedicating the entire show to Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident. The tour. Наша радиокомпания сейчас хотела бы посвятить весь вечер, весь наш музыкальный вечер памяти Клиффа Бёртона, кто погиб в эту субботу вечером, как во время тура группы. Of Metallica going off the road during their tour in Sweden. It was early this Saturday morning that it happened. Metallica's minivan or tour bus, whatever you want to call it, was on way to Copenhagen from a gig in Sweden. И это случилось во время тура Металлики. Их автобус потерял управление, упал, получилась авария во время передвижения, во время того, как Металлика переезжала в Копенгаген со Швеции. Это случилось в субботу утром по их времени. As we have learned, the driver of the bus fell asleep and causing the van or tour bus to go off the road. James. Как нам удалось узнать, что водитель автобуса заснул за рулем, и это способствовало перевороту, того, что автобус с дороги съехал. And Lars had abrasions. As of now, Anthrax and Metallica are in Copenhagen, Denmark, in a hotel together, and we're gonna bring you the latest on this tragic incident. Ларс и Джеймс, у них были легкие ранения. Сейчас группа Anthrax и Metallica находятся в отеле в Копенгагене. Мы вам сейчас передадим все последние. Оставайтесь с нами для уточнения последних новостей. The last show that we played with Cliff was a spectacular show because it was the first show after maybe 6 or 7 weeks that James was finally back on guitar. Последнее шоу, которое мы играли с Клиффом, оно было просто замечательным. Это было одно из первых шоу, которое мы играли с Джеймсом после перерыва, 5-месячного перерыва, после того, как Джеймс сломал руку. Сломал руку во время тура с Оззи. Это был концерт, когда его рука достаточно зажила для того, чтобы он мог уже играть на гитаре. It was the first show where we had James back, and it was the night that Cliff died. И это было первое шоу, когда Джеймс вернулся на гитару, и это было в тот вечер, когда Клифф умер. So, everyone, Cliff, James, Lars, and myself, we were just so happy that James is back. And и тогда все, я, Клифф, Ларс, все были счастливы, что Джеймс вернулся, и James's guitar, you know, fucking fueling everything again. И тогда как раз вот гитара Джеймса все давала вот ту энергию, которую она обычно дает. You know, rather than me and John Marshall sharing that duty. Вместо того, чтобы я и Джон Маршалл вместе эту работу делали.
we played really, really well and felt that, we were back 100%. Everyone was so inspired, and we played that show so well because we had not Все были тогда, все на своих местах, и мы играли, мы на 100% отыграли это шоу, потому что это было, ну вот прямо оно. played like that in 4-6 weeks or whatever. И такое мы не играли вот уже 6 недель, как мы не играли, не месяцев, а недель. Последнее выступление Клиффа. So yeah, that last show was like one of the best shows we had played all fucking year. И вот это последнее шоу, это было лучшее шоу, которое мы играли целый этот ёбаный год, блядь. And in retrospect, I'm glad that we, Cliff's last show was special in that regards. И сейчас вот, смотря на это время с сегодняшнего дня, я рад, что последнее шоу Клиффа было таким мощным. It was, in all respects, one of the best Последняя фотография Клиффа. we had played, and Cliff was very, very happy. And so, И то, как мы играли, Клифф был очень-очень счастлив в тот вечер. Последнее выступление Клиффа. knowing that is just a good thing. И зная это, просто, ну, это хорошее чувство, зная то, что Клифф был счастлив во время последнего выступления. We used to room together, so we were super close. We were like brothers. So we would. Мы с Клиффом в основном всегда были, ну, останавливались в одной и той же комнате, то есть мы с ним были очень-очень близкие, мы с ним были как братья. We'd hang out, arms around each other, but literally like 10 minutes later we could be arguing and fucking wrestling on the ground. Мы с ним вместе отвисали там, ну вот как, блядь, братья там обнимались друг с другом, а потом через 10 минут мы можем спорить там и даже там типа бороться уже начинаем. Now that's the kind of relationship we had. Такое вот у нас было, 100%. такое вот у нас были отношения друг с другом, с Клиффом. Honest, emotions just out there all the time. Cliff would say this so much. He would say, "There's power in the truth. There's power in the truth. There's power." Сейчас переведу, блядь. И у нас были такие очень честные отношения друг с другом. И Клифф всегда говорил: сила в правде, сила в правде. Так что вы знаете, кто это сказал первый. The truth. You have to be honest all the time. Тебе нужно быть честным всегда, потому что сила в правде. Американец сказал: сила в правде. I want you to tell me, blah blah blah. And I would tell him. He would tell me, and then he'd like suggest ridiculous things like, "Okay, let's wrestle," or fisticuffs, or a drinking contest, or "You got to show me this lick," or. И тогда вот он это все говорит, и потом он такой сразу меняется, говорит: так, давай, все, короче, давай бороться там, или, блядь, давай сейчас, короче, играть в игры, связанные с бухлом там, а потом разворачивается, говорит: ты мне должен показать, вот как вот играется вот этот риф там, или вот этот лик. But there was 2 weeks where it was just like a yo-yo. But Jan Burton, Cliff's mom, was there, and she was around us a lot, as was Ray Burton, and they kept on. И Клифф, он был такой, как йо-йо, меняющийся временами. Но в то время его мать Джен Бертон и его отец Рэй Бертон, они всегда были вот возле нас часто. Insisting that we go on, and we're like, yeah. И они, ну, то есть после смерти Клиффа уже мать и отец Клиффа были возле нас, всегда нам говорили, они настаивали на том, чтобы мы продолжали. I mean, it really didn't really truly sink in until like maybe about, I don't know, 3 weeks or so. И по-настоящему мы не поняли еще, что произошло, пока там не прошло где-то недели 3, когда вот точно мы уже поняли, что, ну, что случилось. Just kind of like looking at each other going, well, what's going to happen now? И мы тогда посмотрели друг на друга и думали: ну а теперь, а что нам теперь делать? We have to continue. Cliff would have wanted us to continue. Нам нужно продолжать. Клифф хотел бы, чтобы мы не останавливались. And as a tribute to Cliff's memory,
it was important for us to go on. And so those И first просто как дань памяти Клиффу, это было важно для нас, чтобы мы продолжали. weeks, it was like it was up and down. We had no idea what was going on. I mean, I was thinking, what am I going to do? I was thinking guitar lessons, you know, the old standby for musicians who can't find, you know, any gigs or a band. You know, you get guitar lessons, you know, the old standby. That's what I. И я тогда не думал, что я думаю, буду я делать. Сейчас перейду. Я тогда вот начал уже задумываться, ну, куда теперь мне? Ну что, ну буду уроки преподавать, потому что это же всегда такой запасной вариант для всех музыкантов, когда не смог стать музыкантом, становишься преподавателем. Actually thinking, but it was the insistence of Ray and Jan Burton that I think really just pushed us into the decision to keep on going. And Но тот факт, что Рэй и Джен Бертон настаивали на том, чтобы мы продолжали, это очень сильно повлияло на продолжение Металлики. and when Jason came into band, it was only like 4 or 5 weeks after the accident. И когда Джейсон пришел в группу, это было всего где-то недели через 4-5 недель после аварии. We were still grieving, and you know we were all pretty young. Мы все еще проходили процесс скорби. Still, we were in our mid-20s, and we didn't really have, or at least I didn't have a lot of experience with grieving and knowing. Нам тогда еще, понимаете, нам было по 20 с чем-то лет, то есть мы еще не было такого большого опыта, как себя вести после потери близкого человека. Deal with that and knowing how to heal and how to move on. And so Мы не знали, как себя вести и как от этого отходить. I hate to say it, but you know, Jason became the scapegoat for all those feelings that we just did not know how to process. И конечно, мне об этом говорить стыдно, но так получилось, что Джейсон получился мальчиком для битья и тем предметом, тем человеком, на ком вымещались все вот эти наши чувства на то время, которые мы не знали, как с ними поступить и как эти чувства скорби и так далее выразить. И выражались на нем. And you know, to this day, I regret behaving like that. И до сегодняшнего дня я жалею о том, что мы так себя вели с ним. Я очень сильно жалею. Attitude, but I mean, we didn't really know better. And you know, но мы тогда на то время ничего не знали другого, мы молодые были. The grieving period is concerned. I think we're all still kind of grieving, you know. Что касается вот этого периода понимания скорби, периода скорби, то мне кажется, что до сих пор, до сегодняшнего дня у нас осталось чуть-чуть вот этот период скорби по Клиффу. I get emotional when I think about Cliff. And when we're у меня всегда возникают эмоции особые, когда я говорю о Клиффе. I think about Cliff, you know, I know that James and I, we get really, really emotional. And so, I mean... Я и Джеймс, у нас всегда возникают эмоции, когда мы говорим о Клиффе. I would say for me, you know, there's still some grief after all the years. Сам за себя я могу сказать точно, что у меня до сих пор осталось вот это вот чувство скорби с тех еще времен, до сих пор осталось. It's just like, after all these years, I can still feel that pain. До сих пор чувствую после всех этих годов. You know, прошествия годов. In the late 80s, the music culture kind of steered itself towards, you know, musical proficiency. And how proficient you were with your instrument, and how virtuosic you can be, you know, with it. И после этих вот как раз на то время, на время выхода And Justice for All, в музыке тогда появилось такое чувство, что ты начинаешь делать все самое лучшее, что ты можешь быть. Появилось чувство, что ты должен стать виртуозом со своей техникой. Lot of emphasis on that kind of thing, you know, and И тогда появился вот такой появилось ударение на вот именно на технике, на виртуозности. A lot of like instrumental albums being put out by a lot of guitar players. Тогда много инструментальных альбомов начало появляться от хороших музыкантов.
super successful. And которые стали очень успешными. the showy bit of being in a band was kind of like, I think, augmented by things like MTV and just being able to play your instrument. So I think that had a bit of an influence on us in terms of... Это все, что начинало появляться, шоу, вот это вот, связанное с MTV, и вот это все связанное с увеличивающимися потребностями к технике игры на гитаре, это все на нас начало оказывать на то время влияние. Wanting to show people, what we could do, and how... И мы захотели показать тогда людям, что мы можем делать и как виртуозно мы можем играть. We can be, because after an album like Master of Puppets, we thought, wow, this is as technical as it gets, and at that point in our musicality, it was about as technical as we could get. Потому что тогда, когда вышел Master of Puppets, мы тогда думали, ну все, это самый техничный альбом, который можно вообще, который достичь. И так оно и было. На то время это был самый техничный альбом. We wanted to show people that we can even go farther. Но тогда мы еще хотели показать людям, что мы можем даже дальше еще зайти. So conceptually, that was what we were thinking, in a songwriting. И поэтому концептуально, когда мы писали песни для Injustice for All, это вот то, о чем мы думали, то есть пойти еще дальше в техническом понимании. And the riffs, they just, after touring on the Aussie tour and then playing all those headline shows, we had started really taking advantage of the fact that when you're on tour, you're playing. После того, как мы проехали тур с Оззи, и потом после него наши хедлайнеровские туры, мы с этого начали кое-какой опыт принимать. Really, the level of ability is really high, playing at 100%, and all of a sudden all these riffs start coming out, and we were experiencing... И у нас вырабатывался тогда опыт играть на 100% каждый раз, и у нас начали появляться такие вот рифы на то время. That pretty much for the first time writing riffs on tour, because it's just what happens after a while. And... И вот тогда как раз это первый раз, когда начали появляться наши рифы во время туров. И это так оно получается, когда ты все время в туре и пишешь рифы, когда ты в дороге. A lot of the riffs that ended up on Justice for All riffs are written on Master of Puppets. And большинство рифов, которые появились на Injustice for All, они были написаны во времена Master of Puppets. The technicality of what we were doing in Master of Puppets, wanting to take that further, influenced how those riffs were written. So when it... Техничность, с которой мы подходили к написанию альбома Master of Puppets, оно все потом передавалось уже на Injustice for All. A time to get all the music together for Injustice for All, we had a bevy of riffs that were just that much more thought out and developed and more progressive. Because we had... Это рифы, основные рифы, которые мы туда принесли, они были настолько более техничны, более сложные рифы. We had the ability to be more progressive. So we just took that. У нас тогда была возможность быть более прогрессивными. We knew, because we had a relationship with MTV, we knew when they were planning on playing the video. We said, we'll play it, twice an hour. So 6 o'clock, hour 6 o'clock, we're going to play it twice an hour. Hour 8 o'clock, we're going to play it twice an hour, blah, blah, blah. So we actually knew in advance when it was going to come on. Мы на время MTV, когда наш первый клип выходил на MTV, мы знали, когда он будет выходить, потому что они нам говорили, мы сейчас мы будем два раза в час мы будем играть, начинать мы будем в 6, потом в 8, и 2 раза в час мы будем играть, будем показывать ваш клип. Remember, okay, I can catch it, And I remember watching it. Я тогда помню такой, так я еще успею посмотреть. Afterwards, the DJ said, man, that was depressing. Okay, now on to things. И я тогда помню, смотрел, и диджей тогда на MTV сказал, фу, блядь, это, конечно, депрессуха полная, давайте сейчас что-нибудь повеселее посмотрим. I thought, we have something. И я тогда понял, что-то у нас есть интересное, значит.
reaction of the VJ, and there was no videos like that on MTV at that point. Просто вот судя по реакции диджея, я понял это, потому что тогда ничего такого не было на MTV, даже похожего. That was like the one video with dialogue. Это было вот видео One с диалогом. That we're onto something. We are onto something here. У нас что-то особенное тут точно. Song was great, but you can think a song is great, but the audience will, for some reason or another think otherwise. Но так получается, что иногда ты думаешь, что песня классная, все ништяк, но аудитория думает по-другому. But I just knew from the reaction of that VJ that we had something that was actually hitting people on an emotional level. Но судя по реакции диджея, я понял, что вот этот наш клип первый, он был как раз вот тот, который затрагивал слушателя на эмоциональном уровне. Absolute commercial. Google TV. Зато хоть как рекламу посмотрим. A lot of times, we go out there and, first song, Creeping Death, play, and, habitually we go, come on, everyone, do this, sing, Well, that day, we went out there and we're going, sing. The audience interpreted that as, leave the bleachers, flood the entire empty football field in front of the stage, and come to the front of the stage and just come closer to us. That's as... Короче, обычно, когда мы на концерт выходили играть, тогда, там, начинаешь с Ride the Lightning, там, мы играем, и там часть вот этого рифа, когда Джеймс стоит, и он говорит, пойте. А тогда публика вся сидела на стадионе, сидела на стульях, и они подумали, что вот этот вот наш жест, что, мол, типа, пойте, подымайте, они подумали, что мы их зовем к себе, и поэтому они все повыскакивали со своих сидений, кресел, и побежали, короче, вперед к сцене. That's what it was interpreted as, but we were just going, sing! And so, like, during that song, it was like a dam busted, and... А мы просто им говорили, типа, пойте, но как раз вот во время этой песни такое получилось, что как вроде плотина прорвала человеческая. Going out, like water, was just thousands of bodies out into the empty playing field, and right up to the stage, there were rows of like collapsible chairs that were just sitting there, and the audience... И тогда вот так получилось, что было пустое поле напротив сцены, но люди прорвались, и такая, как вода, пошла толпа людей, и на этом поле перед этим стояло несколько рядов стульев складных. Mauled them over, and there are people picking up the chairs and throwing them forward, which is the only way you can get rid of them, which is towards the stage. So we're trying to play, and all these chairs are like flying, and they're hitting people. И толпа затопила эти кресла, они мешали им проходу, поэтому все, что они делали, это поднимали эти кресла, стулья и бросали вперед, потому что так, как ты от них можешь избавиться. И вот эти все кресла, они начали вперед вот так лететь и начали залетать на сцену. Мы такие, короче, играем, а тут летят стулья. Up front, and they're landing in the security barrier and the space between, and it was like total chaos for like 10 to 15 minutes. И, короче, полный хаос начался. Минут 10-15 барьеры полетели в воздух, начали. Короче, охрана поднялась на сцену, потому что их там уже начали сметать. И где-то вот 15 минут, короче, полного хаоса.
one point we had to stop playing because we were concerned that, mass hysteria might break out and people might start getting hurt. So Мы прекратили играть, потому что мы думали, сейчас начнется психоз массовый, и люди начнут друг друга там, давить. There on stage, sat down, and people just kept on throwing stuff. And at this point, they were throwing anything to get their hands on. And then when it's... И мы тогда вот просто пошли такие, сели на сцене, сидим, а в нас тогда начали кидать. И кидали в нас все, что только под руку попалось. We're like, right, let's get back to playing, and we played again, and it was fine. But for 10 minutes... Но потом оно вроде как все прекратилось, и мы такие, ну все, давай заново играть. И мы начали играть, и все нормально прошло, но 10 минут... really looked like the worst sort of mass hysteria and chaos you can ever think of. Но 10 минут казалось, что там самый плохой сценарий массового психоза мог случиться. Thousands of bodies just flying out, with no order whatsoever, And тысячи тел вот так вот начали заполнять вот эти места, и без какого-либо там смысла. filling space. It's a scary thing to see. Да вообще-то страшно такое наблюдать. It was incredibly awesome, and I never use that word, but it was. Но также это было очень, очень круто на это смотреть. И я не так часто это слово awesome использую, но это было прям круто. With George Lynch a lot. I hung out with George Lynch a lot. And, я тусуюсь с Джорджем Линчем часто. Очень часто мы тусуемся с Джорджем Линчем. Him and I would just play guitar, but I was mostly just watching him play. Мы с ним в основном играем на гитарах, но часто я просто смотрю, как он играет. There's a few times where I would hang out with Eddie, but Eddie was... Несколько раз было, что я и с Эдди тусовался. We would talk, and I'd want him to play guitar, but all he wanted to do was talk, talk about. Мы разговаривали с ним, и я хотел, чтобы он на гитаре играл, а он все, что он хотел, это просто побазарить. And guitars and stuff. And I always wanted to actually play, but he always wanted to just talk. Я хочу, чтобы он играл, а он разговаривает. And for me. And the Scorpions, they're always kind of off to their own, and to socialize with them, you'd have to walk into their camp and hey, what's up? И Scorpions, но они всегда сами по себе там, и так вот, чтобы с ними поговорить, это надо вот идти в их лагерь, специально заходить. I liked them so much that it was hard for me to stay away from them. Но они мне нравились очень сильно, поэтому для меня было трудно находиться вне их общения. I was always talking to Rudolph and часто с Рудольфом я разговаривал. Matthias, because those guys с Матиасом. were really, the easiest guys to approach. And они более легкие люди в общении. It was a pretty cool tour, I have to say, in terms of guitar players and guitar playing. And I watched it. Это был крутой тогда тур, конечно, что касается вот именно игры на гитаре там и гитарах в общем. И тогда я помню вот Эдди. As much as I could. And to this day, I still don't understand where he comes up with 90% of his licks. И до сих пор я вот вообще не могу понять, откуда вообще 90% всего того, что играет Эдди, откуда он их берет. I don't hear any other people playing those licks. Я вообще не слышу, что кто-то другой такие лики играл, а Эдди играет. He just creates it all himself. He came down to rehearsals for the Black album, and his one thing was, he said to us, no one has ever caught the power and energy of you guys live on tape. И тогда Эдди пришел к нам на студию во время записи черного альбома, и вот что он нам сказал тогда, это то, что вашу энергетику на сцене никто еще не повторил на альбоме. On vinyl. And I thought about it, and I thought, he has a point. There is yet to be. И я тогда подумал и думаю, а вот тут вот это точно что-то есть в этом. A recorded a song that captures, the energy and the
the urgency that you know comes with seeing us live, and that was his goal. И я тогда вот подумал, что да, серьезно, не было такой еще песни записанной, чтобы она в себе полностью вбирала в себя всю ту энергетику и ту энергию, которую обычно песня имеет, сыгранная вживую. You know, to a certain extent, looking back at the albums that he did do, I mean, he caught a lot of energy in the studio. I mean, his whole way of recording us was so radically different than anything we'd ever done. Это не Эдди Ван Хален, это про этого говорит он. Как его зовут? Роба. Не Роб, Боб. Ну, продюсер на то время на черном альбоме. Он говорит, что у продюсера у него всегда была такая особая мышление, которое он у нас ловил при записи. And you know, all of us playing together in the same room to record the drums was a milestone for us, because in the past it was just James. И когда мы записывали барабаны в то же время все вместе, играя в одной и той же комнате, но записывая барабаны, это для нас было первое, и это был такая отправная точка, потому что для этого всегда был только один Джеймс с барабанами. And you know, we honestly thought that whenever we were all playing together like that in the room, that Lars always played better. И мы всегда чувствовали, что когда мы вот так вот все сидим в комнате, записываем барабаны и играем все вместе, то Ларс тогда играет лучше. You know, that using that recording technique proved that was the case. И используя эту технику записи, доказала, что так оно и есть. The first time I heard it on the radio, I was blown away about how good it sounded, you know, because like, you know. Первый раз, когда я на радио это услышал, меня аж удивило, насколько хорошо это звучит. It sounded pretty good on the radio. It sounded pretty good on MTV, you know, even though it's compressed as shit. И оно звучит довольно-таки хорошо и на радио, звучит хорошо на MTV, хотя там, блядь, компрессии очень много. There's something about the Black Album and all the tracks that just made it leap out of the radio. Maybe it's... И что-то вот в этом альбоме, в этих всех песнях на этом альбоме, что прям совсем оно захватило внимание всех радиокомпаний. There's so much presence in the drums, you know. You know, the drums are so crisp. I don't know, but every track that's played on the radio, it just like leaps out of the radio. И может что-то вот в барабанах, на то, насколько чисто, насколько ярко, четко записанные барабаны. Но вот каждый раз, когда любая песня с этого альбома на радио, то она выступает. Она себя как-то, она отдельно так идет по сравнению с другими песнями на радио. Presence and you, to me, I mean, that's the thing that I keep on going back to. It's just how good it sounds when I hear it on the radio. И для меня это всегда, вот я всегда начинаю задумываться о том, насколько хорошо будет песня звучать на радио. And you know, it never struck me as being a hit song, you know. И никогда она мне сильно не казалась, что она будет таким суперхитом каким-то. Songs ever struck me as being hit songs. They struck me as being just like really, really good, concise songs with great periods of heaviness and great periods of melody. И вообще все песни, они никогда не казались такими какими-то суперхитами или хитами, просто казались мне хорошими песнями, с хорошим таким, с хорошей выраженной музыкальной частью, тяжелой частью и музыкальной частью. And when the album just started, you know, selling the way it did, I could not believe it. И когда альбом начал продаваться так, как он начал продаваться, я в это вообще не поверил. I even had a bet. I had a bet with our tour manager. He said, yeah, 6 million, it's going to sell 6 million by this date. I was like, I'll give you my Porsche 911 Carrera if that happens. And guess what? It happened. And guess what? И я тогда даже поспорил с нашим менеджером тура. Он говорит, да, сейчас вот он продаст 6 миллионов, этот альбом продастся 6 миллионов до вот от этого дня. И я ему говорю, давай, вот я ставлю свой Porsche
911 Carrera. Если это случится, я тебе его отдаю. И это случилось. I had to give him my Porsche. And I went, Я ему отдал свой Porsche. for me, I think Bob, he's an amazing producer, and he's also an amazing engineer, and he has an amazing ear for guitar sound. Боб, он великолепнейший звукоинженер, продюсер, и у него отличнейший слух, что касается гитар. For drum sounds, some of the best guitar sounds that I have ever gotten. Звука гитар, звука барабана. Одни из самых лучших самый лучший гитарный звук, который я слышал. I've gotten with Bob Rock. Я получил его с помощью Боба Рока. A lot of it is just like, chasing tones, blending amps, using certain amps with certain pickups, certain guitars with certain amps, various. Много это зависит от того, что искать вот этот свой особый такой звук, пробовать разные усилители, смешивание разных усилителей, смешивание разных примочек, пробовать другие звукосниматели, пробовать другие гитары. Blending amps, blending guitars. What I like about Bob Rock is that he is into the pursuit. Что мне нравится в Бобе, это то, что он хочет идти и найти что-то новое. Here's something, a sound or performance. He will pursue that or make you pursue it until he believes you've reached that point. Если он услышит что-то там в звуке в каком-то, или как вы выступили, что-то сыграли, он увидит в этом какой-то потенциал, он пойдет за ним, или заставит тебя пойти и найти то, что пока вот он не убедится, что то, что ему хотелось, найдено. And a lot of times it's a lot of frustration, and there's a lot of footage that shows. И часто это, конечно, меня бесит, и осталось много даже видеоматериала, которое показывает этот факт. It's just like so frustrated, like it's not there yet, it's not there yet. И показывает, что я сижу, бешусь, мне это не нравится, а Боб говорит, нет, вот еще не то, вот еще надо чуть-чуть, еще не то. Push, do it. And типа, давай, еще чуть-чуть. He would do anything, say anything to just push us to that next level. И он будет делать все, что угодно, скажет нам все, что угодно, только чтобы нас подтолкнуть вот к тому пику, к совершенству. Eat, sleep, and breathe this fucking solo until it's done. Ты, блядь, должен спать, есть и вообще и дышать этим ёбаным соло, пока оно не закончено. Fucking James put time into nothing. Songs like these deserve that. It doesn't. Ёбаный Джеймс даже свое потратил достаточно много времени на nothing, то есть nothing else matters, на соло nothing. Поэтому ты должен свое лучшее показать. Fucking Flash. It's not his style. He's got to put some time into this one. Но это не его стиль. Ему нужно на это потратить больше времени. He's not going to work on it. Oh, so да он не будет над этим работать. Slap on anything. That's what you're saying. No! So what do you suggest? То есть ты хочешь сказать, что он так просто эту хуйню какую-то там кинет и все? Или что ты мне хочешь тут доказать? Нет, я... Like crackle boom, da-da-doo-doo, da-da-doo-doo. It's fucking. И тут похоже, что Боб окончательно сошел с ума. I guess what I'm trying to say, he starts up there and then goes down, and all the shit you said right there is great shit, but I don't see it. Ну, что я хочу сказать, что он начинает ее там, потом он идет туда, и вся вот эта хуйня, что ты только что тут нам наговорил, она потом должна быть где? Less great if it comes in bar 2 instead of in bar 1. И оно будет не такое даже великолепно, если оно придет на бар 2, а не на бар 1. It's build rather than blow your load, bring everybody down, and then build it up again. И оно должно строиться наверх, идти наверх, вместо того, что ты там ноту какую-то вообще фиганул длинную, а потом с нее будешь сходить, и этим ты будешь вниз, всех вместе с собой вниз не вести. I'm just saying, let's fucking get guttural and build it to a peak. Я просто говорю, нахуй, давай все вместе соберемся и преподнесем это все на пик.
Why there's the strings and all those changes at the end. Why can't it start here and go like that? Yeah. Ну а что, если оно не может начать вот здесь наверху и потом туда опять же так вот пройти наверх? That's my school of thought. И Grab я 'em тоже так думаю. and take them to this other place and then really take them to a higher plateau. Взять их вот сюда, на это высокое место, их поставить, а потом их еще опять взять и еще на то верхнее плато перенести. Fuck man, some new age. Go ahead. Давай. You got us Go ahead. permission. Давай. Impress me. You got us permission. Давай, удиви Do whatever меня. you want, Kirk. And you agree with him? Go for it. Делай, что ты хочешь. Что тебе хочется, Кир. Ты согласен с Ларсом? Делай. Come on, let's cut the shit and start Cut to the chase and fucking play, okay? Alright? Ладно, блядь, давайте уже играть. Да, все, давай, блядь, уже играть. Что ты? Now that you've warmed up, I liked that Сейчас, approach. раз ты уже разогрелся, давай. It was really effective at the time. Кстати, если посмотрите, следующая фраза, которую сейчас вырезали, Боб Рок говорит: давай, покажи нам, что лучший гитарист в мире делает. А он тогда как раз, Кирк, в 89 году был признан одним из лучших, если не лучшим гитаристом года. Он и говорит так: покажи нам, что гитарист года, лучший гитарист года делает. Because, at that point, I didn't feel like I knew my full potential. And Bob Rock... В то время я не чувствовал, что я весь свой потенциал, достиг своего потенциала полного. А Боб Рок, He helped me just like kind of see my own potential. он помог мне увидеть свой собственный и полный потенциал. Of course, of all the albums that we recorded with him, Bob's really Во время, на протяжении всех альбомов, которые мы записывали с ним. really good at just steering the entire project along and keeping everything in place so nothing like veers too much this way or veers off too much that way. Он держал весь наш проект в руках, управлял им четко, чтобы не было там, чтобы сильно сюда влево не съехало, вправо сильно не съезжало. It keeps everyone very, very focused and all the goals in sight. Он всех держал направленными, четко, целенаправленно всеми руководил и показывал, куда нужно стремиться. I think he's just a great producer. Я считаю, что Боб Рок это величайший продюсер. It was a 3-year tour, and Этот тур был 3 года. We started in 1991 and ended in, I think, the summer of 94. Мы начали в 1991 году и закончили, по-моему, летом 1994 года. That tour is very special because, I mean, when you put out a tour and put out an album, you're guaranteed you can go to A markets, which is like, all the usual big cities: Chicago, San Francisco, LA, New York. Those are A markets. The B markets are like, Oakland. И что было интересно в этом туре, это то, что тур, когда ты выпускаешь альбом, ты едешь в тур, то ты должен заехать во все свои 5-звездочные места. То есть это твои Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Но что особенно интересно в других турах, это когда у тебя есть возможность заехать в свои эти 4-звездные такие места, например, как Окленд, Пасадина, Нью-Джерси. Это Пасадина, Окленд, это в районе Сан-Франциско. Сан-Франциско это самый главный, основной город. Но Окленд, он тоже рядом, но он поменьше. И поэтому, если сюда приезжают концерты давать, то приедут в Сан-Франциско, а не в Окленд. А он говорит, что мы в Сан-Франциско, у нас была возможность заехать, а еще и в Окленд, и в Пасадина. Пасадина это тоже тут рядом. That kind of thing. But if your album is really good, then you can hit up the C markets. А если твой альбом совсем-совсем ништяк, то тогда ты можешь заехать и в 3-звездные места. Album selling, and it's a good barometer of who's buying these records. Это хороший индикатор того, кто покупает этот альбом. Go into C markets and know that you'll sell tickets because Это когда ты заезжаешь в 3-звездные места, и там у тебя покупают билеты на концерт. The album is doing so well just everywhere. There's kind of like a built-in audience. Это показывает, что альбом продается вообще на всех уровнях, во всех городах и селах. You're going to places like, Butte, Montana, Valdez Lakes, fucking
Мы тут... in Minnesota. Place Это вот когда мы едем там в места такие, как Бьют, Монтана, блядь, в Миннесоту в какую-нибудь. never even heard of. В места, которые мы никогда в жизни не слышали. We're showing up, and the shows were selling out. The expanse of the black. Мы приезжаем, и каждый раз, когда мы проводим концерт sold out. Просто вот это та ширина, которой черный альбом покрыл собой. Album was amazing. The Это было... expanse and the reach of it over the course of the tour is amazing. Это просто вот эта ширина того, до куда дошел черный альбом, и мест, в которые мы заехали, это прям было совсем великолепно. We were able to get into the nooks and crannies of America and play. Мы заезжали в самые дыры и щели в Америке с этим альбомом. That normally, bands would not go because they had not sold records in those areas. But мы заезжали в места, в которые другие группы не заезжали, потому что они там, не продавали просто альбомы в тех местах. Had at that point, and so it was really important for us. And now, and to these days, это было очень важно для нас, и вот до сих пор. Markets are still very strong Metallica markets, and it's because we went. На рынок музыкальный до сих пор еще очень сильно поддерживает Металлику. Металлика хорошо себя показывает на музыкальном рынке. In the Black Album. Well, the pressure is for me. И даже до сих пор с черным альбомом. To not do the same thing twice, and so every album I try to not repeat myself. Что самое главное, что на меня вот оказывает большое давление при записи альбомов, это сделать что-то новое и не повторяться с альбома в альбом. I know you guitar players know what I'm talking about. We all have our bag. Вы, гитаристы, вы знаете то, о чем я говорю, правильно? Once we've been through those bag of tricks, we're just kind of like staring at the floor, going, "Oh, now what do I do?" У нас у каждого есть свои такие определенные приемы, которые мы постоянно используем. Но как только мы их использовали, мы потом сидим и так в пол смотрим, и а что ж теперь я буду делать? And I wanted to be free of that sort of thing. My way out of that is to just fully and completely improvise and just. И я хотел бы, чтобы не зависеть от этого, и как я это делаю, чтобы не зависеть от этого, я просто обо всем забываю и начинаю полностью импровизировать. Work on my improvisation. И работая над своими импровизациями. Я это понял в 90-е как раз, вот начал больше там блюзу выделять внимание. Джазу. И намного больше вот импровизационной музыки начал уделять внимание. And so my whole attitude now is if I improvise and just make up stuff right on the spot, that's a real honest way for me to just really show what I'm feeling and what my guitar capabilities are. И сейчас вот как я думаю, что если я начинаю импровизировать и просто вот показывать то, что я чувствую в то время, вот моя гитара, она передает мои чувства через мою импровизацию. I never know what the heck my guitar solos are going to be on certain songs live because I leave it up. Я никогда не знаю, что мои гитарные соло могут быть там в определенный тот или иной момент во время там выступления. Fade to Black solo. I know that the first 7 or 8 bars are going to be what I always play, but I don't have any idea what I'm going to play after that. And there's a lot of songs. Например, Fade to Black во время выступления. Я знаю, что первые 7 или 8 отрезков будут, но потом я не знаю, во что оно превратится. Это все зависит от того, как я себя чувствую. Set that are now like that never used to be. My point is. И это все выступления Металлики сейчас так. Раньше такого не было. Так к вопросу о лаже и так далее. То есть он импровизирует во время выступления. That being recognized and getting so much attention from so many other guitar players all over the world, yeah, I feel the pressure of that, and I feel the expectations of that.
but I'm not gonna let. Сейчас, на данный момент, зная, что на меня обращены взгляды всех абсолютно гитаристов на планете, и это, да, это оказывает на меня какое-то давление, я чувствую эту ответственность, конечно. Affect the outcome of my own musicality. И это, да, это имеет свой след на моей собственной музыкальности и то, что я делаю. I started playing guitar because I have a curiosity, real curiosity for music and how music works. And I also have, emotions and feelings in me that even to this day that need to get out, Я начал играть на гитаре, потому что мне было интересно. Мне было интересно, как музыка работает, как гитара работает. Также у меня есть вот свои собственные там чувства, которые я хотел бы выразить с помощью инструмента. Important is to make music that reflects your inner self. И мне очень важно делать музыку, которая отражает твое собственное «я». It's honestly not anything that's been done before. And И это вот честно, это что-нибудь такое, что еще до этого не было сделано. But it's a challenge that I like because I can wake up every day to that challenge. It gets me up. И это вот то, что бросает как бы мне вызов каждый день. Я просыпаюсь, и мне это нравится. Я просыпаюсь каждый день и стою перед выбором вот этого вызова. Ну, стою перед лицом этого вызова. Challenge. And it gets me to walking over to my instrument and going, what can I squeeze out of this thing now that's different, that no one... И это заставляет меня каждый день подойти к своему инструменту, взять его и думать, вот, что я из него смогу выжать сегодня чуть-чуть другого, чем я до этого делал. Heard ever before. Что-то, что никогда еще никто не слышал до этого. Что за фу? Guys, don't worry, it's just me. It's Rebel. I don't see these pulling 80 pounds. Oh, shit. This is way more. Before. Looking back now, I've played guitar for over 40 years now. I should be way better. But... Зная себя сейчас, я играю на гитаре более уже 40 лет, и кажется, что я должен быть, намного круче, чем я был. But looking back, the most important thing is practice. И вот, смотря на все свои года, самая важная составляющая – это тренировка на гитаре, практика. And the most important thing is also 100% commitment. You really. И самая важная часть – это также 100% отдачи гитаре. Play as much as you can, and you really have to be really focused on what you want to do. For me, it's like играть все время и знать, что ты хочешь добиться своей игрой. After like 6 or 7 months of me playing guitar, I turned a point where I was like, I need this in my life. Я вот помню, после того, как я поиграл на гитаре 6-7 месяцев, я понял для себя, что это то, что мне нужно в моей жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь была вращалась вокруг гитары. Important for me. I don't think that there's anything else that's more important, other than the... Я не знаю, что вообще в этом мире существует что-либо более важное для меня, чем гитара. Фанатам гитаристы, которые вам ссал в уши и делал видосы о том, что Kirk Hammett ненавидит гитару там и так далее. Things like, family, friends, health, whatever. I don't think there's anything else that's this important to me. И оно также мне важно, как и мое здоровье, семья, друзья. Я не думаю, что вообще что-то может быть более важное для меня. И я этой мысли придерживался как, спасательного круга. Я играл на гитаре тупо 12 часов. Я сидел и играл на гитаре в день. Когда я ребенком был. I reached a point where I was just like, I know that I can do something. I know I can make some sort of living out of it, whether it's... И дошло до того, что я все-таки понял, что все-таки, да, вот я могу все-таки этой гитары чего-то добиться, я могу зарабатывать даже инструментом. Becoming a guitar teacher, being in a band, something. I know. Я могу стать учителем, преподавателем гитары, или я могу быть в группе, я могу что-то, я хочу делать что-то с гитарой связанное. I can make music a part of my life. Я могу сделать музыку частью своей жизни. I just stuck to it,
and I kept my eyes and ears open for opportunities. Я с этой мыслью сросся, и я ждал, смотрел широко с раскрытыми глазами и ушами, ждал, когда придет какая-то возможность. Я высматривал возможность. I also learned how to hustle to make work for myself. Я еще научился мутить там что-то, чтобы добиться своих целей. Since the very beginning, you know, hey, I'm playing with you, and I'm playing with you, and we're going to form. С самого начала я тогда еще подаю, там, эй, я играю с тобой, сейчас мы будем с тобой создавать группу. Shows and make money. I've always had a real И будем играть вот тут на концертах, чтобы заработать. Sense of knowing how to sell the band, sell my music and sell my musical abilities. If anyone tells you... Я научился с самого начала, как можно продавать свой талант, продавать ту музыку, которую ты делаешь, и свои возможности. You can be successful without being 1,000% committed and it being a lifestyle, they're lying to you. Если кто-то вам говорит, что можно быть 100% успешным и не отдавать себя на 100%, и не полностью создавать свою жизнь вокруг гитары и стать успешным, они вас обманывают. Это должно быть сутью вашей жизни. Become a guitar player, but you have other things in your life, that's great. But really, to really get where you want to be, it's a lifestyle. И если вы играете на гитаре, но у вас есть другая работа, у вас семья там, и так далее, это хорошо, конечно, но если вы действительно хотите добиться чего-то, то гитара должна стать смыслом, стилем вашей жизни. All the other successful guitar players in the world, it's a lifestyle for them. Посмотрите на всех других успешных гитаристов в мире. Гитара – это их смысл и стиль жизни. Every fucking day. People still ask me, why do you... Я играю на гитаре каждый блядский день. И меня спрашивают часто, типа... I'm like, are you kidding? About 10 years ago... Чё ты на гитаре каждый день играешь? А я их спрашиваю, вы что, ебанулись? Something happened and something switched. And, you know, I used to get so bored when I was doing tedious things with my guitar, you know, like showing someone something or doing like tedious recording or rehearsal. 10 лет назад где-то до меня это настолько наскучило, я сидел, мне не хотелось играть там эти постоянно заучивать, практиковаться, какие-то или записи какие-то делать, такие скучные, непонятные. But 10 years ago something shifted and I enjoy everything now. Но 10 лет назад что-то поменялось, и я теперь каждый аспект этого, я от него получаю удовольствие. Everything. None of it is work. None of it is work. Except for one thing. There's one thing about my career that's work. And that's the change in my sleeping patterns. Ничего вообще это не работает, но единственное, что в моей карьере сработало, это когда я поменял то, как я сплю. That is the one thing that just messes with me. Everything. Это то, что очень сильно меня сбивает. I embrace wholeheartedly 1,000%, you know, whether it's rehearsal, the travel, the sitting down, working out harmonies, you know. И я на 1000% всегда выкладываюсь, будь то запись альбома, поездка в турах или там запись гармонии на бумажке. Recording, you know, taking 3 days to come up with a guitar sound, you know, can't finish a song, sometimes it takes 6 months to finish a song, you know, it's all part of it, and I enjoy all of it. Или когда ты 6 месяцев песню никак не закончишь, потому что там, не подберешь там что-то. Но все это мне нравится. And, you know, I constantly rejoice in the fact that I am staying true to playing guitar rather than... Ну, мне каждый раз приносит удовольствие понимание того, что я постоянно подхожу к этому с ответственностью и честно подхожу к моей игре на гитаре. Guitar. And for me, it's such a big difference. I'm playing my guitar. I'm not working my guitar. I'm not struggling my guitar. И для меня это всегда доставляет удовольствие то, что я на своей гитаре играю. Я не работаю на своей гитаре.
Я не там как-то вообще мучаюсь на своей гитаре, я просто на ней играю. Мне нравится, я с удовольствием это делаю. And it just also happens to be, you know, my life commitment and how I make a living. И также это еще совпало в то же время, что это суть моей жизни, это смысл моей жизни и то, чем я зарабатываю на жизнь. And you know, I'd be doing this right now if I wasn't in Metallica, and I'd probably be, you know, I don't know, like I said, a guitar teacher or something, you know. Я бы этим занимался сейчас, даже если бы я не был в Металлике, если бы я был там как, ну, я не знаю, как я уже сказал, преподавателем гитары. But I would definitely have the same commitments because for me it's just like guitar playing helps me so much. Но я бы точно с таким же подходом к этому подходил, с таким энтузиазмом, потому что игра на гитаре – это мой смысл жизни. It calms down this thing that's это успокаивает то, что внутри меня бушует. And it gives me focus and it gives me reason to like get up out of bed. Это заставляет меня понимать смысл, и вообще это заставляет меня просыпаться каждое утро. This doesn't sound too far-fetched or whimsical, but you know. Я надеюсь, это не сильно так пафосно звучит, конечно, но. Classical music has survived 600-700 years, even longer, but they can't really document it. You know, I really believe that. Типа классическая музыка, она выжила 600-700 лет уже, а может даже и больше, просто они до этого ничего не записывали. That heavy metal will probably outlast this century, and maybe, you know, outlast us. And I don't know what the world's going to be like in the future. But heavy metal, скорее всего, переживет это столетие, переживет нас, но я не знаю, какое будущее у heavy metal. As long as there's a need for aggressive, energetic music. Пока еще существует востребованность к агрессивной, тяжелой музыке, somewhat therapeutic, you know, I think которая является кое-чем терапевтическим для кого-то. There will be musicologists in the future that are going to find our music and, you know, and you know, find some merit and quality in it. Я надеюсь, что скоро возникнут какие-нибудь музыкальные институты, которые найдут смысл в нашей музыке и какую-то образовательную составляющую в нашей музыке. And that's huge. И это огромнейшее. I bet you can't guess what it is. I bet I can. Could it be a bike? Is it a bike? I knew it. Oh, I had a feeling. It was a bike. This is sort of how it works, just so you know. Oh, yeah. Yeah. That was kind of what I figured, you know, pedal and steer. На этой ноте просидели мы 1,5 часа, больше 3 часа мы, наверное, сидели. Ну вот, можете кинуть сюда донаты, типа спасибо за перевод, Димон и все такое, если хотите. Думал я еще посидеть, постримить. Ну, можем 40 минут после этого стрима еще завести один. Если хотите, напишите в комментариях. А всем спасибо, кто слушали. Ставим лайки. Сохраню я этот стрим. Сохраню, если страйк, конечно, мне Гибсон не кинет. Это на Гибсон ТВ выходило. Ну, ладно. Все, выключаю этот, другой стал.